Видео спонсировано корпорацией Google LLC. Ладно, это шутка, ахахахахахахах. Браузеры. Точнее, даже, наверное, не так. Веб-браузеры. Мы пользуемся ими каждый день. Но каким именно браузером вы пользуетесь? Скорее всего, Google Chrome. Или, может быть, Chrome. Ладно, ну может быть все-таки еще Chrome? Ладно, наверное, есть те, кто пользуется не Chrome, Safari или Firefox. Или еще чем-то таким. Но большинство пользуется Chrome. Однако в этом видео я расскажу вам про 18 десктопных браузеров, от самых популярных до тех, про которые вы, скорее всего, даже не слышали. Если говорить поконкретнее, то я сделаю их глобальное сравнение, в том числе расскажу вам про их дизайн, настраиваемость, какие-то уникальные фишки, плюсы и минусы, синхронизацию. Покажу результаты сравнения производительности в бенчмарках и не только, проведу всякие эксперименты, в общем, очень много чего будет. Ну, вы сами видите по длине видео, что будет очень много всего. Для какого-то относительно объективного сравнения я буду каждому браузеру давать баллы от 1 до 10 в каждой категории. Всего их 9. Дизайн, кастомизация, основной функционал — это вертикальные вкладки, разделение экрана, группы вкладок, всякое такое. Дополнительный функционал, любые уникальные функции, сайдбар, дополнительные настройки, всякое такое. Синхронизация, многозадачность — это профили, контейнеры, воркспейсы, любые виды многозадачности. Приватность, блокировка рекламы, как встроенная, так и возможности потенциальные для установки сторонних расширений. И производительность. Производительность также будет входить и потребление ресурсов. Ну и чтобы не оставлять 9 пунктов, добавлю еще субъективные ощущения от браузера от 1 до 10, так же как и по всем остальным категориям. Туда будет входить общее мое какое-то впечатление, если в браузере есть реклама или еще какие-то приколы, я буду снижать этот балл. Итак, то есть по такой схеме каждый браузер сможет заработать максимум 100 баллов. Спойлер, никто, конечно же, 100 баллов не наберет, вы чё? Помимо некого объективного сравнения в цифрах, то, что я сейчас озвучил, и не только, в этом видео я буду постепенно составлять так называемый тир-лист всех браузеров, чтобы наглядно показать мое субъективное мнение по поводу каждого из браузеров. Если вы не знаете, что такое тир-лист, то очень кратко. Это такой визуальный рейтинг, в котором все сравниваемые объекты, в данном случае браузеры, распределяются по уровням, от лучшего к худшему, сверху вниз. То есть вам просто нужно понимать, что лучшее находится сверху в S-тире, а худшее внизу в D-тире, соответственно. Думаю, это довольно просто и понятно. Ну и помимо моего личного субъективного тир-листа, для определенной объективности я дал возможность подписчикам моего телеграм-канала, ссылка в описании, разумеется, возможность создать ваш собственный тир-лист на основе, так скажем, общественного мнения, чтобы в ходе видео сравнивать его с моим личным субъективным рейтингом. Что ж, начнем мы, разумеется, с самого популярного ПК-браузера в мире — Google Chrome. Во всех браузерах я буду сначала показывать дизайн, интерфейс, но думаю, что с Chrome все знакомы, но все же чуть покажу для галочки вам. Мне лично интерфейс Chrome вполне нравится, главная страница довольно минималистичная, можно выбрать акцентный цвет и какие-нибудь сток-обои, их тут довольно много. Chrome поддерживает Split View, то есть разделение экрана, хотя вход в него ПКМ по вкладке не самый удобный, но это по дефолту почти везде. Есть и группы вкладок, в принципе этот функционал сейчас есть почти во всех популярных браузерах, и работает он примерно одинаково. Что касаемо вертикальных вкладок, это пока экспериментальная функция, но оценить уже можно. Даже с учетом того, что это еще не релизный вариант, выглядит довольно сыро в сравнении с другими браузерами. Например, нет даже автосворачивания этой панели с вертикальными вкладками при наведении мыши. Довольно скудный функционал боковой панели, так что Chrome в этом плане пока что проигрывает. Естественно, Chrome поддерживает создание PWA приложений, то есть Progressive Web Apps. Это значит, что вы можете устанавливать сайты как приложения, например, YouTube, и запускать их без необходимости отдельно запускать браузер, что экономит ваше время и ресурсы вашего ПК. Также сразу отмечу, что просмотрщик PDF-файлов в Chrome и в большинстве браузеров на базе Chromium довольно слабенький, хотя всегда есть исключения, и вы в этом позже убедитесь. Конечно, в Chrome присутствуют некоторые ИИ-функции, все-таки браузер от Google.
Например, в браузер встроенный Google Lens, инструмент, позволяющий выделять область на экране и получать ответ от ИИ и поисковые результаты по этой области. Однако довольно популярной функции пересказа содержимого открытой страницы, типа Summarize Page, пока что нет. Может, я просто не нашел. Также в Google поиске присутствует довольно мощный режим ИИ, с которым, я думаю, многие из вас уже знакомы. Но все же это не сказать, чтобы плюс Chrome, потому что этот режим работает и в других браузерах. Пока мы не перешли к теме приватности и бенчмаркам, стоит рассказать еще про некоторые важные вещи. Во-первых, существует такая технология защиты цифровых авторских прав под названием DRM – Digital Rights Management. В современных браузерах за это отвечает технология EME – Encrypted Media Extensions. Она поддерживается большинством популярных браузеров, но у некоторых небольших проектов с этим есть финансовые, юридические и даже идеологические проблемы, потому что для поддержки DRM необходимо соглашение с Google или Microsoft. Безусловно, вы зададитесь вопросом, а в чем, собственно говоря, проблема с этим DRM? А проблема в том, что без поддержки всех этих технологий не работают многие платные и подписанные стриминговые сервисы, такие как Netflix, Apple TV+, Кинопоиск, Spotify, Apple Music и так далее. В таком случае они будут просто выдавать ошибку воспроизведения или в лучшем случае сильно урезать качество. Конечно, говоря о Google Chrome, он поддерживает эту функцию, очевидно, но в этом видео будут браузеры с подобной проблемой. Я должен был об этом сказать сейчас, чтобы далее вы понимали, о чем речь. Синхронизация в Chrome происходит, понятное дело, через Google аккаунт. Синхронизируется примерно все, что можно ожидать, в том числе главная страница, ярлыки на ней, обои, если это гугловые обои, правда, если это ваши, то они не синхронизируются. Группы вкладок, история, закладки, расширения. Вот тут у меня само оно не включилось, это расширение, но, видимо, это из-за какого-то прикола с разрешениями. Синхронизируются и активные вкладки с других устройств. Но чтобы с ПК их открыть, нужно зайти в историю, а там уже вкладки с других устройств, и можно открыть всю сессию в отдельном окне. По удобству, ну так себе. С мобильной версией все так же синхронизируется, активные вкладки тут чуть удобнее открывать. Просто заходите в меню, в недавние вкладки, там можете открыть всю сессию с другого устройства или отдельные вкладки. Группы вкладок с телефоном также синхронизируются. В Chrome также можно отправлять вкладку на другое устройство, ПКМ по вкладке и выбираете устройство. На втором девайсе вкладка придет в виде уведомления. В Chrome присутствует дефолтная функция создания профилей. Создаются они крайне просто и визуально отличаются по цветам. По дефолту так. Раньше это было фичей, в том же Firefox с профилями было намного сложнее, но сейчас почти везде так же, как и в Chrome, поэтому тут Chrome не особо выигрывает уже. Встроенный перевод страниц выглядит как-то так. Один из самых быстрых и универсальных на базе Google переводчика, который всем и так известен. Еще один важный момент – блокировка рекламы. Понятное дело, в Chrome нет никакой встроенной блокировки, но это ладно. Проблема в том, что Google полностью отключили в браузере поддержку старого стандарта разработки расширений Manifest V2 и оставили только новый Manifest V3, который существенно ограничивает возможности расширений для блокировки рекламы, из-за чего блокировщики в Chrome менее эффективные, чем в некоторых других браузерах-конкурентах. Например, в Chrome больше невозможно поставить популярнейшее расширение Block Origin и другие аналогичные, поэтому приходится довольствоваться менее эффективным Block Origin Lite и другими урезанными вариантами, они там все такие. Теперь уже можно переходить к вопросу приватности. В этом плане, как ни странно, хотя, наверное, все об этом в курсе, Google Chrome один из худших браузеров в плане приватности. Он не блокирует сторонние third-party cookie, имеет встроенную телеметрию без возможности отключения, которая собирает всю инфу о вашем железе, поисковых запросах и кликах, в том числе даже в режиме инкогнито, и борется с блокировщиками рекламы. Ваши данные уходят на сервера Google для продажи таргетированной рекламы.
Ну, естественно, из-за отсутствия сквозного шифрования при синхронизации и из-за сбора различной телеметрии вся эта информация по запросу может быть отправлена спецслужбам, правда американским, что, наверное, вас не так уж сильно волнует и разочарует. Также для проверки уровня приватности каждого браузера я буду прогонять их через тест на сайте Cover Your Tracks. В данном случае результаты нам говорят о том, что мы вообще не защищены от слежки, потому что браузер не блокирует отслеживающую рекламу, не блокирует невидимые трекеры и имеет уникальный отпечаток. Уникально это плохо, если что, это позволяет вас отследить по характеристикам вашего ПК, версии OS, разрешению экрана и все такое. Но тем не менее, вот этому вот тесту Cover Your Tracks не надо всегда доверять, он не всегда прям очень сильно объективен, но в общем показывает ситуацию по приватности. Что ж, пришло время бенчмарков. Как-то я так сказал? Бенчмарков. Ну ладно. Короче, это тесты производительности. Я буду прогонять все браузеры через 3 бенчмарка. Speedometer 3.1, это просто актуальная версия, если что, на момент записи видео. Jetstream 3 и MotionMark. Speedometer показывает скорость реакции браузера на повседневных сайтах, Jetstream производительность на тяжелых сайтах типа Figma, и MotionMark тестирует аппаратное ускорение и работу с графикой, то есть всякие там анимации на сайтах и так далее. Результаты вам пока ни о чем не говорят, далее я буду заносить их в такую вот типа таблицу, ну вы увидите, короче, для сравнения с другими браузерами. Главное, что вам нужно знать, чем выше результат во всех этих бенчмарках, тем лучше, ну очевидно. Думаю, многих интересует вопрос потребления браузером оперативной памяти. Для этого я буду проводить 2 эксперимента. Ну как, первый это не совсем эксперимент. В первом случае я буду просто открывать браузер с начальной домашней страницы и смотреть, сколько он потребляет. Прям в стоке из коробки Chrome у меня кушал около 150-180 мегабайт ОЗУ, что довольно мало, вы увидите. Это может сильно отличаться время от времени, но как есть. Второй эксперимент. Я буду запускать специальный скрипт, который сам за меня будет открывать примерно 50 одних и тех же вкладок в каждом браузере. Но если что, это не какой-то ультраумный скрипт. Это просто ChatGPT написал за 5 секунд мне. Так что ничего такого. В общем, это позволяет примерно понять, сколько ресурсов браузер потребляет при большой нагрузке. На это в том числе будет влиять движок, блокировка рекламы и трекеров и тому подобное. Не стоит к этому очень серьезно относиться, я хоть и старался сделать одинаковые условия для всех браузеров, но это всего лишь эксперимент. Итак, результат с Chrome был следующим. Около 8 гигов оперативки. Забегая вперед, скажу, что условный Firefox в аналогичных условиях потреблял больше, даже при выключенном в Chrome Memory Saver. Хотя ранее всегда утверждалось и утверждается до сих пор, что Firefox менее прожолив в плане УЗУ при просто большом количестве активных вкладок. Возможно, это уже не так, а возможно, скажем, Chrome сохраняет часть информации на SSD, когда как Firefox использует всю оперативку, пока ее хватает. Хотя я пытался проводить тест при ограниченном количестве ЗУ, и Firefox все равно проигрывал. В общем, тут у меня ответа нет, почему так, я его не нашел. Так что прошу разъяснить в комментариях, если кто-то знает причину таких результатов, почему Chrome выигрывает. Причем все Chromium браузеры, вы увидите, будут практически всегда выигрывать. Вот такие вот дела. Кстати, благодаря этому тесту можно понять, насколько удобно сидеть с большим количеством вкладок в каждом из браузеров с точки зрения интерфейса. В данном случае у Chrome это получается не очень, он сжимает все вкладки в одну строку без возможности ее прокрутки. Так, ну что же по поводу тех самых баллов по 10 разным категориям, результаты следующие. Синхронизация 8 баллов. Все как бы норм, но не совсем удобно открывать активные вкладки из других устройств. И тут нет workspace'ов или чего-то такого в любом случае. Дизайн 8, он просто норм. Кастомизация 6. Какой-то особой сильной кастомизации особо нет, и поддержка сторонних тем хуже, чем в Firefox, например. Основной функционал 6, вертикальные вкладки очень слабенькие. Дополнительный функционал 3 балла, чисто за ИИ. Многозадачность 4, только профилей, workspace'ов или контейнеров нет. Приватность 3. Не 0, потому что есть варианты похуже. Блокировка рекламы 0 баллов. Встроенной блокировки нет и нет поддержки манифест V2. Производительность, то есть и потребление ресурсов 8. Общее ощущение 8. Я им сам пользуюсь, весьма приятно.
DRM поддерживается. Суммарно вышло 54 балла. Не густо, но как есть. И куда же я поставлю Google Chrome в тир-листе, спросите вы. Несмотря на все минусы, я думал поставить его в А-тир, ведь я же сам типа пользуюсь Google Chrome. Но потом я подумал подольше все-таки и решил поставить его в Б-тир. Все же, потому что хоть браузер и мега дефолтный, подходит всем, у него немало минусов в сравнении с другими браузерами, которые будут в этом видео. И да, чуть не забыл сказать, что вы, подписчики моего телеграм-канала, собственно говоря, поставили в вашем тир-листе Google Chrome тоже в B-тир, туда же, куда и я. Microsoft Edge формально один из самых популярных ПК-браузеров с долей около 9% среди всех десктопных браузеров. Фактически, вряд ли. Все дело в том, что данный браузер поставляется как дефолтный в Windows 10 и 11, я думаю, вы об этом и так знаете. В свое время, с 2015 по 2020 годы, Edge работал на собственном движке HTML. Однако, вероятно, из-за непопулярности браузера Microsoft отказались от своего движка и перешли на Chromium. Первое, что нас встречает, это довольно перегруженная стартовая страница с кучей новостей и виджетов. Да, это можно отключить и настроить, но осадочек не самый приятный, скажем так. Что радует, так это большое количество стоковых обоев. Меня каждый раз это радует. В том числе даже живых, которые могут ежедневно обновляться. Сразу стоит сказать, что Edge основывается на актуальной версии Chromium, примерно той же, что и Google Chrome. В браузере есть уже не экспериментальные вертикальные вкладки, и есть возможность сделать их автоматически скрываемыми и скрыть заголовок окна. Да, это все еще не самый настраиваемый вариант, но получше, чем в Chrome. Разделение экрана тоже присутствует, достаточно дефолтное, открывается также через контекстное меню, тут ничего нового. Никакого сайдбара, то есть боковой панели в Edge больше нет, хотя раньше был, но в одной из версий эту важную функцию тупо убрали. Как и в Chrome, есть возможность выбрать акцентный цвет, который будет везде использоваться. Есть даже какие-то ИИ-генерируемые темы, хотя это уже перебор какой-то, короче, пофиг. Что достаточно странно, в Edge есть workspace. Страннее не тот факт, что они есть. Если что, workspace — это рабочее пространство. Короче, странно то, что их сначала нужно найти в настройках и включить. Причем, как бы это максимально неочевидно. В целом, вы увидите реализацию подобных workspace лучше, чем тут, в других браузерах, но все же. По сути, workspace тут это просто как группы вкладок, но от групп вкладок отличаются тем, что запускаются в отдельном окне, и выглядит все это иначе, и, соответственно, чуть удобнее, возможно. Единственный прикольный плюс, тут можно шарить workspace другим людям, и вместе с ними работать. Workspace, как и группы вкладок, синхронизируются, об этом чуть-чуть позже. Из полезного функционала через меню или по шорткату можно делать скриншоты и рисовать на них. Это круто, кстати. Конечно же, есть те же самые группы вкладок, что и в Chrome. Поддерживается создание PWA приложений. Что реально круто, местный просмотрщик PDF. Он один из лучших из всех браузеров, у него самый приятный интерфейс и больше функционала. В том числе крутое ИИ-чтение вслух, хотя я его не тестировал, но вот так. Профили в Edge работают примерно таким же образом, как и в Chrome. Тоже нормально. Перевод быстрый и качественный через свой собственный Microsoft Bing Translator. Сказать мне по поводу транслейтера нечего особо. В Edge синхронизация в целом примерно такая же, как в Chrome, через аккаунт Microsoft, но тут хуже синхронизируется домашняя страница, потому что виджеты и обои вообще не синхронизируются. Зато качественно синхронизируется Workspace, что довольно круто, увидите. Ну, допустим, в Chrome их вообще не было, но все же, учитывая, что они есть и они синхронизируются, это круто. Открытые вкладки из других устройств тут открывать проще, чем в Chrome, они тоже в истории, но за счет того, что история мини-окном таким на таскбаре, открывать быстрее. Также можно открывать full сессию в отдельном окне, так же как в Chrome. Все остальное так же, как в Chrome. Расширение тоже само почему-то не включилось, хотя было установлено. С мобильной версией есть один жирный плюс, ну тут кому как, конечно. Это функция Drop, типа как чат сам с собой, ну знаете, как избранная в телеге, по сути так же.
В облаке можете кидать всякие файлы или важную информацию между телефоном и ПК через Edge. Но минус мобильной версии в том, что в ней полную сессию открытых вкладок с ПК не откроешь. И еще в мобильной версии нет workspace'ов, и они там, соответственно, не синхронизируются. Что касается ИИ-функций, здесь все поинтереснее, чем в Chrome. По отдельной кнопке открывается боковая панель с чатом с Copilot. Он может анализировать текстовое содержимое страницы, но не может выполнять никаких серьезных действий на странице или в браузере в целом, кроме одного. Copilot умеет рыться в истории браузера и открывать что-то из истории, если вы его попросите. Это круто и может быть полезно, но на практике он открывал совершенно не то, что было у меня в истории, ошибаясь в названиях и во всем таком. Например, он открыл канал Маркела вместо Маркела. В общем, пока что все это как-то сыро, но потенциал есть. Проблема с блокировщиками рекламы тут такая же, как и в Chrome. Microsoft идут по стопам Google и не делают ничего для того, чтобы дать юзерам возможность пользоваться полноценными расширениями для блокировки рекламы без ограничений. Абсолютно такая же ситуация, все очень плохо. А вот с приватностью дела обстоят чуть-чуть лучше, чем в Chrome. Тут есть встроенное переключение между режимами защиты от трекеров, причем в дефолтном режиме Cover Your Tracks показывает, что защита полностью отсутствует, а вот в жестком режиме защиты все намного круче. Тем не менее, это не отменяет того, что браузер сам по себе собирает много телеметрии, как и Chrome, хотя и защищает от трекеров сторонних сайтов, но опять-таки по желанию пользователя по дефолту не защищает. Переходим к вопросу производительности. Если настроить стартовую страницу так, чтобы на ней не было виджетов и новостей, браузер потребляет 270-где-то 320 мегабайт ИЗУ, у меня так. А вот с дефолтной домашней страницей с кучей новостей и прочего шлака около 400 мегабайт, ну понимаете. Это и так понятно, как бы, почему. Результаты бенчмарков можете видеть на ваших экранах, они очень высокие, в общем, забегая наперед, Edge показал одни из лучших результатов среди всех браузеров. Но опять-таки это за счет того, что он Chromium-based, потому что все Chromium-based набирают больше в бенчмарках. Тест с 50 вкладками дает примерно такие же результаты, как и в Chrome, около 8 гигов оперативки. И да, Edge тоже тупо сжимает все вкладки в одну строку, без возможности прокручивать вкладки, что не очень удобно. И напоследок еще одна очень неприятная деталь. Многие, вероятно, большинство используют Edge чисто как браузер для скачивания других браузеров, ну так всегда было. Microsoft пользуется этим, внедряя очень агрессивную рекламу. Когда вы ищете Google Chrome скачать бесплатно, без смс-регистрации, Edge всячески пытается вас отговорить, и это довольно неприятно. И бьет как бы по репутации, все об этом знают, ну в общем, как бы пофиг, но не очень приятно, знаете. Результаты по каждой из категорий для общего рейтинга такие. Синхронизация 8 баллов, снял за домашнюю страницу, но поднял обратно за Workspace и плюс еще функция Drop. Дизайн 8, кастомизация 6, тоже что и в Chrome по сути. Основной функционал 7, вертикальные вкладки тут получше. Дополнительный функционал 6, есть и агент, хоть и кривой, PDF-ридер классный, скриншот удобно делать, но сайдбар убрали, жалко. Многозадачность 7 баллов, за Workspace помимо профилей. Приватность 4, чуть-чуть лучше, чем в Chrome. Блокировка рекламы 0 по-прежнему, производительность 8, общее ощущение 5. Снял за перегруженный интерфейс много всякой фигни. DRM есть. Общий балл 59 баллов, на 5 больше, чем у Chrome, наверное, за счет всякого некоторого топ-функционала. Выбрать, куда же все-таки поставить Edge, было очень сложно, но все же я решил поставить его в B-тир. Напомню, это субъективно, но все же в целом браузер нормальный и даже лучше, но немного местами перегружен, собирает очень много телеметрии, и при этом лично для меня не так удобен, как, например, Chrome в некоторых вопросах. Хотя функционально, да, Edge и лучше местами, и в целом функционально он не так уж и плох, хотя репутация у него так себе, вы сами понимаете. Вот, а вы поставили его аж в D-тир, не знаю, за что вы так с ним, он не настолько плох, но, вероятно, потому что мои подписчики не очень любят компанию Microsoft. Ну, в общем, репутация, понимаете. Ну и чтобы завершить трио самых популярных браузеров, стоит сказать про Firefox. Он работает на собственном независимом движке Gecko, что делает его главной альтернативой Google Chrome и другим форкам Chromium.
На Firefox базируются и многие другие браузеры, которые будут представлены в сегодняшнем видео. До текущего момента в Firefox всегда была достаточно минималистичная стартовая страница и довольно простой дизайн, однако недавно разработчики начали тестировать редизайн, именуемый Project Nova, постепенно внедряя его особенно в бета-версию. Тем не менее, в видео в основном будет показан старый дизайн, потому что я такой снимал, и потому что новый еще тестируется и не вышел в релиз, насколько я понимаю. В целом, новый дизайн выглядит спорно, я бы сказал, потому что с одной стороны, он добавляет немного больше кастомизации, уникального стиля Firefox, но пока что выглядит, как по мне, сыровато, стремновато. Ну и среди дизайна изменилась и стартовая страница, на которой теперь есть виджеты и новости. Понятно, что все это можно убрать, но у многих по дефолту это может раздражать, потому что для многих эти виджеты весьма бесполезны. Кстати, на момент уже написания сценария, уже и в обычном Firefox, не Nightly, Nightly это, если что, альфа-версия такая. В общем, в обычном Firefox поменялась стартовая страница, но она отличается от бета-версии, тут тупо новости и погода. Но опять же, можно все это дело отрубать. Кстати, апдейт, я создал новый профиль, и тут уже без новостей, но со всеми виджетами. В общем, по-разному, они, видимо, тестируют что-то. Но опять же, все можно выключить, это хотя бы это радует. Но везде так, в принципе. В Firefox уже достаточно давно есть вертикальные вкладки. Ну, не прям очень давно, но они, постарее, чем в Chrome, так скажем. Реализация тут, я бы сказал, получше Edge, намного лучше, чем в Chrome. Есть автосворачивание, разворачивание панели при наведении, есть закрепленные вкладки, которые в режиме вертикальных вкладок выглядят и работают круто, в виде таких плиток с иконками. Да, вы еще увидите реализацию еще красивее, но это уже уникальщина в сравнении с Chromium-based браузерами в Firefox. Также можно полностью скрыть боковую панель. В Edge, например, нельзя полностью прям. В лесе, это если что Firefox, потому что там леса. В общем, в лесе есть своя боковая панель, на которую можно добавить ИИ чат-бота, который будет раскрываться в небольшом боковом окне, а также оттуда же смотреть историю, закладки и всякое такое. Но вот добавлять свои сайты нельзя. Странно, почему они это не сделали. Неприятненько. В браузере присутствует свое уникальное окно Firefox View, где можно смотреть и управлять активными и недавно закрытыми вкладками, а также вкладками с других устройств. Об этом чуть позже, когда про синхронизацию пойдет речь. С недавнего времени Firefox поддерживает Split View, разделение экрана. Сказать мне тут нечего, реализация в принципе такая же, как и в других браузерах, которые были ранее. В Firefox присутствует возможность создания скриншотов, но, к сожалению, в отличие от Edge, тут нет никаких инструментов для редактирования. В Firefox теперь есть PWA приложения, хотя раньше их по дефолту не было, добавили недавно. Также тут присутствует свой переводчик, причем локальный, работает он медленнее, чем условный Google Translate, но зато это абсолютно приватно за счет локального перевода. А что вы хотели? Как и в Chrome, и где бы там ни было еще, в лесе есть группы вкладок, выглядит, работает примерно как и везде. Просмотрщик PDF тут неплохой, интерфейс не самый современный, но функционально это вроде как лучший PDF-ридер из всех браузеров. В том числе тут можно перетаскивать и удалять страницы, склеивать, мерджить несколько документов и так далее. Что касается профилей и разделения вкладок, в этом вопросе Firefox ныне выигрывает в сравнении с браузерами на базе Chromium, благодаря наличию контейнеров. Контейнеры — это как отдельные профили с разными куки и данными, в том числе аккаунтами. Но в одном реальном профиле Firefox можно одновременно открывать вкладки в разных контейнерах. И, соответственно, допустим, с разными аккаунтами, не создавая, собственно, второго, третьего профиля и так далее. Это крайне удобно. Хотя, к сожалению, в Firefox у меня почему-то это по дефолту не работало. И пришлось переключать пару флагов в About Config, ну да ладно. Помимо этого есть и простые профили, такие же как в том же Chrome, хотя вот такого простого создания их через интерфейс быстро и просто до конца 2025 года вроде как в Firefox и не было, не знаю почему. Но сейчас все в целом так же, как везде, так что ладно. И еще немного странно, что в Firefox, в отличие от Chrome или Edge и многих других браузеров, нет быстрого и простого способа просто выбрать акцентный цвет, чтобы как-то украсить окно визуально. Ну или отличать профили, например. Все это делается через темы, что не очень удобно, в общем,
Странно. Ну или можно сделать это при создании нового профиля, но уже после создания так просто поменять цвет не дают. Синхронизация в Firefox происходит через аккаунт Mozilla. Домашняя страница нормально не синхронизируется, очень жаль. Группа вкладок тоже, как и все содержимое вертикальных вкладок, включая Essentials. Это, если что, так называются вот эти закрепленные плитки. Открывать вкладки с других устройств удобнее, чем в Chrome находятся на сайдбаре или в Firefox View. Открыть можно всю сессию, но в текущем окне. Может, так даже удобнее, не знаю. Расширение сразу подтянулось. Что касается мобильной версии, там, к сожалению, нельзя открыть full сессию активных вкладок с ПК, хотя на ПК мобильную сессию открыть можно. Ну, в общем, так же, как в Edge, например, хотя в Chrome такое есть. Есть функционал отправки вкладок на другое устройство. Что удобно, синхронизацию в мобильной версии можно включить быстро по QR-коду. Еще хочу сказать пару моментов. Во-первых, в Firefox завезли бесплатный VPN. Хоть, наверное, в России он сейчас явно не работает. Там вообще никакие VPN в принципе не работают. Практически. Но в целом приятно, если вы живете не в России. Тем более, что дают целых 50 гигабайт в месяц бесплатно. Единственный нюанс в том, что во многих странах он тупо официально не поддерживается. Причем не то, что там в России или Беларуси. Вообще во очень многих странах не поддерживается. Не знаю, как они выбирают эти страны, но тем не менее. Поменяв пару флагов, которые вы сейчас видите в About Config, это региональное ограничение спокойно обходится. Я вам, конечно же, этого не советовал, не рекомендовал. И еще это все-таки не VPN, а прокси, но забегая наперед, в отличие от Opera, там тоже типа есть VPN, VPN в Firefox, этот прокси, он чуть более безопасный из-за лучшей блокировки утечек через WebRTC и DNS утечек. Во-вторых, Firefox намного круче и проще кастомизируется, чем Chromium браузеры, потенциально. Я уже делал когда-то, может, не самое удачное видео на эту тему, но все же делал. В общем, можно накатывать всякие сторонние темы, это однозначно сильная сторона браузера. Что касается приватности, Firefox ей, в общем-то, и славится. И некоторые, в том числе из-за этого, на него и переходят сейчас, и раньше переходили. Движок Gecko имеет открытый исходный код. Благодаря встроенному DNS over HTTPS провайдер не видит ваше конкретное посещение. Он видит IP-адреса и объем скачанного трафика, тем не менее. Но все же. Браузер не собирает данные о вас и не продает их никуда ради дохода с рекламы. Хотя Mozilla и обновляли политику конфиденциальности, откуда убрали ту же строку про то, что они не продают ваши данные никуда, но все же Firefox все еще достаточно приватный, на самом деле очень приватный, особенно в сравнении с Chrome или Edge. Да, конечно, есть более приватные браузеры, но все же. Тем не менее, Cover Your Tracks в обычном режиме защиты от трекеров показывает частично плохие результаты, а в жестком режиме почти идеальные результаты, кроме фингерпринта. Но опять-таки, Cover Your Tracks — это такой чисто тест, знаете, он не отображает телеметрию и прочее, поэтому такой тест, знаете. В вопросе с расширениями для блокировки рекламы Firefox выигрывает, ведь продолжает поддерживать манифест V2, а значит установку полноценных расширений типа у Block Origin, а не всяких там обрезанных, как в Chrome. В целом в вопросе с расширениями Firefox может и проигрывает, так как устанавливать расширения из Chrome Web Store тут нельзя, ведь браузер использует другой движок. Но в целом в Firefox Add-ons все еще много всяких базовых инструментов для кастомизации, блокировки рекламы или VPN, так что рядовому пользователю, наверное, будет норм. Смотрите, какие расширения вы используете, если они на Firefox. По производительности в бенчмарках Firefox сильно проигрывает Chromium-based браузерам, но не нужно паниковать, в реальности, по сути, вы эту разницу, скорее всего, практически не заметите. Хотя факт остается фактом. Google постарались со всевозможными оптимизациями по JavaScript и не только. С одной лишь домашней страницы Firefox потребляет около 300-340 мегабайт оперативной памяти, а в тесте на 50 вкладок он сжирает у меня целых 10 гигабайт ЗУ, что на 2 гига больше, чем Chrome или Edge. Опять-таки, не знаю, почему результаты такие, учитывая, что многие в интернете утверждают, что должно быть ровно наоборот. Ведь Chrome создает отдельный процесс под каждую вкладку и каждое расширение, а Firefox, по идее, использует фиксированное количество процессов, распределяя вкладки между ними. Так что, по идее, при большом количестве активных вкладок все должно быть ровно наоборот, но мои тесты показали такие вот результаты обратные. Причем в разных условиях, в том числе при ограничении АЗУ 8 гигабайтами. Я так пытался делать даже. Пишите в комментариях, если знаете, что тут не так.
Но стоит сказать, что при большом количестве открытых вкладок Firefox, во-первых, работает стабильнее и быстрее в сравнении с Chromium браузерами, а во-вторых, делает это удобнее благодаря прокручиваемому списку вкладок. То есть размер каждой вкладки остается фиксированным и адекватным. Вы можете прокручивать все вкладки. При большом количестве вкладок это очень удобно. Рейтинг Firefox получает за синхронизацию 6 баллов, ни домашняя страница, ни группы вкладок не синхронизируются, слабовато. Дизайн 7 баллов, мне меньше нравится тут, чем в Chrome или Edge. Основной функционал 8, вертикальные вкладки еще лучше, чем в Edge. Доп. Функционал 6, есть сайдбар, но слабенький, крутой PDF-ридер, скриншоты, такой вот. Многозадачность 7, профили плюс контейнеры в одном профиле, можно открывать разные аккаунты в одном и том же профиле, короче, удобно. Приватность 8, намного лучше, чем в Chrome и Edge. Блокировка рекламы 9, хоть и нет встроенной, но возможности максимальные в Firefox и всех его форках, поэтому все форки Firefox будут получать минимум 9 баллов за блокировку рекламы, потому что можно поставить самый крутой там блок Origin условно и пользоваться спокойно, в отличие от Chromium. Производительность 4, потребляет он очень много ОЗУ и низкие результаты в бенчмарках. Общее ощущение 8, все норм, не знаю, что тут сказать. DRM есть. Суммарный балл 70, довольно высокий, пока что занимает первое место, обгоняя Edge и Chrome, но это пока что. Firefox я смело поставлю в А-тир. Это легендарный браузер с хорошей приватностью, функционалом, нормальной блокировкой рекламы, и в целом он субъективно достаточно приятен в использовании. Хотя, конечно, в производительности он проигрывает очень сильно Chrome, Edge, всем форкам Chromium, но вот как есть. Вы же поставили его вообще в самый высокий S-тир, и в вашем тир-листе это пока самый высоко оцененный браузер. Не знаю, почему так. Причем поставили вы его туда без второго тура опроса, и целых 54% участвовавших в опросе решили, что вот там его место в S-тире. Немножко удивительно, ну ладно. Чтобы, скажем так, не раскрывать все карты с самого начала и не рассказывать вначале лишь про все самые популярные крупные проекты, давайте рассмотрим два форка Firefox, которые прям очень-очень на него похожи местами, но имеют свои особенности. LibriWolf. Это как если Firefox это огненная лиса, то это получается свободный волк. В общем, шедевральный нейминг, ну и похожий нейминг неспроста, ведь браузер очень похож на Firefox, это его форк, причем не сильно видоизмененный, особенно визуально. Главная фишка и смысл существования LibriWolf — это улучшение приватности Firefox. Визуально LibriWolf, как я и сказал, никак от Firefox не отличается, кроме как логотипом. Отличие все именно в приватности и безопасности. Здесь полностью зачистили все, что связано с компанией Mozilla. Это, если что, разработчики Firefox, если вы не поняли. Удалили ИИ и прочее. Из коробки тут предустановлен тот самый блокировщик рекламы у Block Origin. К слову, вы в Firefox можете его спокойно поставить, просто он здесь предустановлен. Только почему-то в одном тесте он показал какие-то ужасные результаты, а в другом идеальные. Но это мега популярный качественный отблок, не знаю, с чем это связано, в целом не доверяйте таким тестам. Он реально нормальный, этот отблок. По умолчанию включен режим защиты от трекеров и куки Strict, жесткий типа. А также реализована защита от цифрового отпечатка, так что в Cover Tracks результат абсолютно идеальный. По дефолту синхронизация через Firefox Sync выработана, но ее можно включить. В целом сама синхронизация такая же, как и в Firefox, ничего не меняется. Единственное, что вам придется выключить функцию удаления данных, куки и так далее при выходе из браузера и отключить защиту от цифрового отпечатка. После этого синхронизация, по идее, такая же, как и в Firefox, но имейте в виду, что это все-таки такой очень сильно типа приватный браузер, и какие-то приколы тут могут быть из-за этой специфики браузера. Из минусов. Из коробки выключен тот самый DRM, о котором я говорил, который не дает воспроизводить контент на стриминговых площадках. Но благо его можно включить в настройках. Также браузер приходится обновлять через отдельную микроутилиту, хотя там и можно включить автообновление при желании. Ну и встроенный Firefox менеджер паролей выключен из-за того, что разработчики считают это небезопасным. В общем, данный браузер нужен исключительно, если вам очень важна ваша приватность, и это важнейший критерий при выборе браузера. В целом это тот же Firefox, но местами с некоторыми неудобствами.
По категориям LibriWolf получает следующие баллы, в общем рейтинге. Синхронизация 5, дизайн 7, кастомизация 7, основной функционал 8, доп. Функционал 6, многозадачность 7, приватность 10, приватность понятно, это LibriWolf все-таки. Блокировка рекламы 10, чисто за встроенный блок Origin. Производительность 5, общее ощущение 7. Что по поводу DRM, он тут по дефолту выключен, но его можно включить, так что по сути он как бы есть. Как видите, тут многое совпадает с Firefox. Итого 72 балла. На 2 балла больше, чем у Firefox. Незначительно. LibriWolf, отправляется в А-тир, потому что, по сути, это все же тупо Firefox, но чуть более приватный. Вы его отправили туда же, в А-тир. Подписчики вы, Второй очень близкий по неймингу форк Firefox — WaterFox. Водичка, понимаете. В отличие от LibriWolf, этот браузер так сильно не пытается в приватность, хотя и лучше, чем Firefox в этом плане. Водичка Fox намного сильнее отличается от оригинала визуально и функционально. В стоке сразу можно заметить, что дизайн вкладок — это старый вариант оформления, который раньше был в Firefox, называется он Photon. Что довольно интересно, в Windows 11 он использует полупрозрачный материал Мика для топ-бара. Что немножко выглядит странно, учитывая, что дизайн старомодный, но тем не менее. Чем крут WaterFox в данном случае, так это возможностью выбрать из 3 стилей. Photon — это дефолтный старый Firefox, как я и сказал. Proton — это новый стиль из Firefox. И Lipton, уникальный местный стиль. И также стоит отметить, что строка с вкладками тут уже, чем в Firefox. Лично мне больше всего зашел Lipton. Он самый современный, уникальный, не похож немножко на Firefox, поэтому в целом он отличает браузер от Firefox. Но то, что строка с вкладками чуть-чуть уже, это немножко лично мне не нравится визуально. Хотя это как бы удобнее, потому что это сейвит вам место на экране. Вертикальные вкладки тут немного прокачали, а именно добавили свой функционал Tree Vertical Tabs. На практике это работает так. Когда вы с одного сайта переходите на другой, он открывается в новой вкладке, но эта новая вкладка является по сути дочерней по отношению к изначальной вкладке и отображается в выпадающем списке под ней, и так до бесконечности. Если проводить аналогию, это похоже на папки или директории. Также по дефолту тут предустановлен нативный блокировщик рекламы AdBlock Rust, написанный на Rust, языке программирования, разработанный девелоперами другого браузера Brave, вроде как. Что касается синхронизации, тут все ок, ровно так же, как в обычном Firefox, ничего не вырезано, не выключено, не вижу смысла особо останавливаться на этом. Еще одна фишка браузера — можно открывать отдельную вкладку в режиме инкогнито, не открывая отдельного окна с инкогнито, собственно. Выглядит это как-то так, на самом деле уникальная и полезная функция, крутость, реально прикольно. Также в вопросе приватности, как я и сказал ранее, хоть браузер и не позиционирует себя так, как тот же LibriWolf, но все же обладает некоторыми преимуществами. Всю телеметрию Mozilla вырезали, убранная интеграция ИИ, в общем, частично то, что есть в LibriWolf, точнее нет в LibriWolf. Помимо этого, здесь по умолчанию включен жесткий режим DNS over HTTPS, который круче, чем в Firefox, благодаря прокси Oblivious HTTP, из-за чего даже DNS-сервер не видит вашего IP. Ну и само собой провайдер не видит ваших запросов, как и в Firefox при использовании такой фичи. И даже при учете того, что защита от трекеров стоит здесь по дефолту стандартная, Cover Your Tracks все равно выдает идеальный результат, что не может не радовать. У этого браузера я решил сделать замер производительности, все-таки он сильнее отличается от Firefox, чем LibriWolf. С открытой стартовой страницей водичка Fox потребляет от 270 до 350 мегабайт ИЗУ, а в тесте с 50 вкладками съел он всего лишь около 7 гигов, что на 1 гигабайт меньше, чем Chrome Edge, и на целых 3 гига меньше, чем Firefox. Действительно сильная разница. Вероятно, это связано, во-первых, со встроенным блокировщиком рекламы, и, во-вторых, возможно, с переработанной технологией изоляции сайтов Fission. Или Fission,
точно не скажу, но факт остается фактом. В плане потребления ресурсов водичка Fox показал себя достаточно круто. В бенчмарках, тем не менее, он показал себя плохо, даже хуже, чем Firefox. Возможно, это погрешности, возможно, так и есть. Но в целом это Firefox-based браузер, и низкие результаты в бенчмарках предсказуемые, забейте. Баллы по категориям у водичка Fox слушаем внимательно. Синхронизация 6, дизайн 6, кастомизация 8, основной функционал 8, дополнительный функционал 7. Ну, за вкладки инкогнито, например. Многозадачность 7, приватность 10, хотя, возможно, стоило дать 9, все-таки LibreWolf чуть поприватнее, но все же. Блокировка рекламы 10, тут есть свой встроенный блокировщик, и опять-таки это Firefox Fork, минимум 9. Производительность 6, общее ощущение 7. DRM есть, все нормально с этим. В результате получается целых 75 баллов. Это на 5 баллов больше, чем у Firefox, и на 3 больше, чем у LibreWolf. В общем, достаточно высокий результат. WeatherFox, водичка Fox, я могу достаточно смело отправить в А-тир. Он действительно предлагает уникальные фишки, улучшенную кастомизацию и потребляет меньше ресурсов, что позволяет его поставить в данный тир. Хотя, по сути, в тот же самый тир, что и Firefox. Но как бы если бы был еще какой-то промежуточный тир, то я поставил его где-то между S и А. Но вот у нас нет такого тира, поэтому он отправляется в А, потому что до S он не дотягивает, на мой взгляд. И вы поставили его туда же, в А-тир. Наши мнения тут совпали. Что ж, к форкам Firefox мы еще вернемся, а сейчас речь пойдет о браузере Brave. Типа смелый, да, ну, понимаете, чувствуете этот нейминг. Это очередной форк Chromium, который преподносит себя как приватный и блокирующий рекламу браузер, но для массовой общественности, в отличие от условного LibreWolf и ему подобных. По дизайну вкладок Brave мне очень сильно напоминает Firefox, хотя в остальном они не особо похожи в плане дизайна. Как в других Chromium-based браузерах, тут есть возможность сделать интерфейс цветным, но в Brave есть уникальная ультратемная тема, которая многим, думаю, зайдет. Главная страница встречает нас бесполезными виджетами, в частности рекламой VPN от разрабов этого же браузера, благо их можно убрать. В целом домашняя страница достаточно обычная, если убрать все ненужное, единственный плюс — это простейший виджет часов. Ну и еще стоит отметить, что в дефолтную строку поиска на главной странице можно добавить несколько поисковых систем и переключаться между ними. И да, по дефолту тут стоит своя собственная поисковая система, вроде даже достаточно неплохая, и даже со своим бесплатным ИИ режимом, правда, сомневаюсь, что лучше, чем у Гугла. Вертикальные вкладки есть, реализованы классно достаточно, есть различные настройки, по ощущениям чуть побольше, чем в Firefox этих настроек, есть разворачивание при наведении, можно убрать титлбар, можно и полностью скрыть панель с вкладками, как и в Firefox. Сплитскрин присутствует и реализован так же, как и везде практически. Есть сайдбар, с него в боковом окне можно открыть местный ИИ-чат-бот, пару местных странных сервисов, типа сервиса для созвона и криптокошелька, ну и закладки список для чтения. Добавлять свои ярлыки на сайдбар можно, в отличие от Firefox, но открываться сайты будут все равно в полном окне, а не в боковом, как открывается тот же чат-бот. Странно, почему так сделали. В Brave есть и группы вкладок, функционал и внешний вид которых идентичен Chrome и другим браузерам. Brave также знаменит своей системой Brave Rewards, которая, внимание, позволяет вам зарабатывать на просмотре рекламы на главной странице, либо в виде пуш-уведомлений. Платить за это вам будут их собственной криптой BAT. Однако, во-первых, приносить все это дело будет крайне мало, во-вторых, чтобы подключить кошелек, придется неизбежно заплатить микроскопическую комиссию. В общем, придется немного запариться. В целом, довольно странно внедрение такой фигни в браузер, позиционирующий себя как приватный и все такое. Именно из-за этого браузер часто ругают, и многим это не нравится. Вполне заслуженно.
Синхронизация в Brave происходит без аккаунта через код из 25 слов, что с одной стороны хорошо в плане приватности, но не очень в плане удобства, хотя кому как. Мобильная версия чисто по QR-коду подключается, тут, конечно, попроще. Между ПК синхронизируется почти все, кроме настроек домашней страницы, то есть ярлыки на ней синхронизируются, но их еще нужно включить заново на новом устройстве. Ну и виджеты тоже не выключены, хотя на первом ПК я их выключал. Группы вкладок синхронизируются, расширение тоже моментально подтянулось. Сессию активных вкладок с другого ПК можно открыть в отдельном окне, находится все это там же, где и в Chrome. Тоже не очень удобно, но тем не менее. В мобильной версии через недавние вкладки можно открыть в том числе и всю сессию открытых вкладок с ПК. Группы вкладок там также есть и функция отправки на другое устройство. Все довольно по дефолту. Встроенный переводчик, свой собственный перевод происходит на серверах Brave, помедленнее, чем гугловые и местами похуже по качеству. Поддерживается создание PWA приложений. Профили работают примерно так же, как в Chrome. Ничего нового тут нет. В Brave также есть еще одна уникальная фича — приватные окна Store. То есть, если вы не хотите ставить отдельно Tor-браузер, можете, когда вам нужно, открывать режим инкогнито Store. С трудом, но я смог заставить его работать с помощью мостов, как видите, все ок. Как уникальная фича сойдет прикольно. В Brave встроен свой собственный блокировщик рекламы, довольно эффективный, причем в нем же есть немало настроек. В плане приватности все тоже круто, Cover Your Tracks выдает идеальный результат. Однако есть нюансы. В свое время Brave отличился тем, что когда пользователь вводил в адресную строку адрес крупных криптобирж, типа Binance, браузер моментально подставлял туда свою реферальную ссылку, за счет чего разработчики зарабатывали на пользователях. Сейчас такого уже нет, но осадочек остался. В общем, данный браузер в плане приватности лучше того же Chrome и многих других. Он все-таки позиционирует себя как приватный, но все же с нюансами. Особенно в прошлом они были серьезные такие, как видите. В плане производительности в бенчмарках Brave показал высокие результаты, не лучшие, но одни из лучших. В чистом виде браузер кушает 190-210 мегабайт ИЗУ. В тесте с 50 вкладками чуть меньше 6 гигабайт, что на 2 гигабайта лучше, чем Chrome и Edge. В общем, крутой результат достаточно, вероятно, за счет мощного блокировщика рекламы, по дефолту включенного. Итак, куда же попадет Brave в рейтинге? За синхронизацию он получает 7 баллов, потому что не совсем удобно без аккаунта и домашняя страница не полностью синхронизировалась. Дизайн 8, кастомизация 7, основной функционал 8, дополнительный 9, неплохой сайдбар, интеграция Tor, такие дела. Многозадачность 4, приватность 9, снял балл чисто за мутные темки разработчиков в прошлом, реально немножко мутновато. Блокировка рекламы 9, тут свой блокировщик встроен, вопросов нет. Производительность 9, общее ощущение 5, снизил баллы за кучу всякой криптофигни и мусора, это неприятно. DRM есть. Общий балл 75, такой же, как у WaterFox, в общем, достаточно высокий. Brave я поставлю в А-тир, потому что все же он действительно хорош в плане приватности, блокировки рекламы и производительности. В целом достаточно приятен в использовании, на мой взгляд, если не обращать внимания на всякий ненужный мусор, который в целом достаточно легко убирается, хоть раздражает на старте. Вы также поставили его в А-тир. Что ж, пришло время сказать пару слов об Opera, некогда легендарном браузере. Это также форк Chromium, не удивляйтесь, хотя когда-то до 2013 года аж браузер имел свой собственный движок Presto. И, кстати, историческая справочка. Тогда это некоторых возмутило, вообще многих возмутило, в результате чего часть старой норвежской команды разработки Opera ушла из компании и создала свой собственный браузер Vivaldi. Он также будет в сегодняшнем видео вот так вот.
Вообще, когда-то давно Opera был действительно прорывным и крутым браузером, но на сегодняшний день он уже потерял свой статус, но все же давайте посмотрим, что он представляет из себя сейчас. Сразу начну с установщика. По дефолту там включена вся возможная телеметрия, но, к счастью, сразу в установщике ее как минимум часть можно выключить. Первоначальная настройка выглядит достаточно неплохо. Можно сразу включить встроенный отблок, но вот попадая на главную страницу, все уже не так радужно. Во-первых, и на главной странице, и на боковой панели рекламные ярлыки, хоть их и можно удалить. Во-вторых, когда я зашел посмотреть текущую версию, меня встретил какой-то, ну уж очень простенький интерфейс, который выглядит достаточно странно на фоне попыток сделать общий дизайн типа современным. И да, версия 131 это не версия Chromium, не пугайтесь. Это особенность нейминга, но в целом Opera отстает от Chrome на пару версий, но не настолько, чтобы там на 20 версий, нет. В плане дизайна тут все очень сомнительно. На мой личный взгляд, все выглядит как попытка в современный красивый интерфейс, но получилось как попытка неудачная. Да, есть прикольные темы с анимированными обоями, но это единственная местная крутость этого дизайна. Сайдбар слишком толстый, ну реально он толстый конкретно. Настройки выглядят очень стрёмно, как будто на них выделили меньший бюджет. Но это ладно, я придираюсь. Вот это что такое? Типа серьезно, в 2026 году в браузере две соседние вкладки с типа плавающим современным дизайном чуть ли не налазят друг на друга. Не знаю, но мне это очень сильно бросалось в глаза, и как по мне это очень стрёмно. Зато понравилось, что вкладкам можно ставить реакцию какашки. Очень круто, мне этого очень не хватало, спасибо. Ради этого стоит скачать Оперу, прям реально нереальный функционал. Такого нигде нет, кстати, реально. Еще один ужасный нюанс, который сильно все портит, Яндекс.Поиск. Он тут стоит как поиск по умолчанию, и ладно бы, но поменять его на что-то адекватное типа Гугла невозможно. Ну то есть возможно, но не через настройки браузера, так точно. Это региональный прикол, видимо из-за контрактов Оперы с Яндексом. И это какой-то типа мем. Причем ладно бы, я попользовался и так для видео Яндексом, но он меня не взлюбил и каждый раз требовал вводить капчу. И вообще поменять его можно, но это нужно будет лезть в конфиги, файлы, короче, это жесть какая-то. Через настройки вы никак не поменяете, это факт. Маркетологи Оперы преподносят местные острова вкладок, прикиньте, острова вкладок, как нечто уникальное, хотя по факту это обычные группы вкладок, причем тоже довольно стрёмные и менее удобные, чем в других браузерах. Благо есть адекватная реализация разделения экрана, обычная, в принципе, как и везде. На момент записи видео вертикальных вкладок в Опере не существовало, однако их вроде как скоро завезут. На сайдбаре можно заметить какие-то геометрические фигуры. Так вот, это workspace и местная уникальная фишка. Короче, это просто визуальный фильтр для вкладок, такие вот рабочее пространство с вкладками. Ну, по сути, как и в Edge, допустим, но здесь в одном окне. Но нужно учитывать, что у них общая история данных, это не аналог профилей, в общем, как и в Edge. Но забегая наперед, синхронизировать данные workspace будет невозможно, поэтому они не такие уже полезные, знаете ли. И, собственно говоря, профилей в привычном понимании в Опере нет, что очень странно. То есть нормально их включить через интерфейс невозможно. Не знаю, в чем прикол. Причем, что в Опере GX, который мы сейчас рассмотрим чуть позже, это от тех же разработчиков профиль есть. Очень странно. Сам сайдбар предлагает добавить кучу всяких мессенджеров и отобранных сервисов, но при этом добавить что-то свое по дефолту нельзя. Чтобы получить такую эксклюзивную возможность, придется в Opera Flex включать опцию Custom User Sites for Browser Sidebar. Причем я не понимаю, почему нельзя добавлять такую возможность по дефолту, она настолько базовая функция. Какой-то идиотизм реально. Единственный и главный плюс Оперы — это встроенный VPN. Он бесплатный, правда, его зачем-то по дефолту отрубили в обычных неприватных окнах. И еще, правда, это не VPN, а обычный прокси. Вы тоже должны это понимать, так что это чисто ради обхода каких-то ограничений, допустим. Судя по опросу в моем ТГК, он, естественно, не работает в России, но этого стоило ожидать, тут разработчиков Оперы не стоит в чем-то винить. Также тут есть свой ИИ-чат-бот, который также имеет доступ к контенту на открытой вкладке, так что тут поддерживается краткая выжимка статьи или чего-то такого. Что мне понравилось, так это создание скриншотов. Можно делать полный скриншот всей страницы во всю длину и добавлять всякий текст и всякое такое. Синхронизация в Опере работает через аккаунт Opera, между ПК синхронизировалось все очень медленно,
Оформление домашней страницы, группы вкладок, workspace и даже история не синхронизируются. Еще раз, не синхронизируются. По workspace, по сути, они дублируются в браузере на другом ПК, но вкладки внутри них нет, поэтому это бесполезно. Расширение тоже вообще не подтянулось. Открыть сессию активных вкладок с другого ПК нет возможности, можно только отдельно открывать вкладки по одной. Мобильная версия мне сначала даже понравилась, дизайн неплохой, но до того момента, пока она не начала мне присылать мусорные уведомления с новостями или рекламой постоянно. Что хоть я в защищенную папку поставил его. Так вот, в мобильной версии только активные вкладки, full сессию не открыть, и ярлыки с домашней страницы с ПК можно посмотреть. Единственный крупный плюс — чат с самим собой, опять-таки, как и в Edge, именуется он Flow, в общем, чат между ПК и телефоном, как избранное в телеге, допустим. В Opera по дефолту встроен свой собственный блокировщик рекламы, который работает хуже, чем, например, в Brave, но что-то он деблокирует. Но Opera не поддерживает старую версию технологии Manifest V2, поэтому сторонними расширениями вы ситуацию особо не улучшите, как и в условном Brave, но там крутой блокировщик из коробки, а тут нет. Еще в настройках по умолчанию включены так называемые приемлемые объявления, в общем, часть рекламы будет показываться, но это можно выключить, если вы это найдете в настройках. По приватности. Cover Your Tracks по дефолту выдает плохие результаты, но если в настройках врубить защиту от трекеров, становятся почти идеальными, за исключением фингерпринта. Но в целом, опять-таки, это Cover Your Tracks, я вам говорил, что это такой себе тест. В целом, Opera по приватности, так себе. Прямо на своем сайте они указывают, мол, наш браузер европейский, все такое, мы care about the privacy. Понимаете, да? Но по факту с 2016 года Opera принадлежит китайскому консорциуму. Да, формально это европейская, норвежская компания, но фактически это не совсем так. Opera собирает огромное количество телеметрии, причем часть этих данных обрабатывается в том числе на серверах китайской материнской компании. И ваши данные, безусловно, продаются ради рекламы. Opera сотрудничает с другими компаниями для создания вашего цифрового профиля и дальнейшей таргетированной рекламы, как и в условном Chrome или Edge. В общем, в приватности он на уровне Chrome или хуже даже, тут смотря как посмотреть. Когда я мерил производительность, забавная ситуация вышла, ведь пока я не перезагрузил браузер, он каким-то образом умудрился съесть целый гигабайт УЗУ, но после перезагрузки в чистом виде он кушает около 520 мегабайт оперативки, что все еще довольно много. В тесте с 50 вкладками браузер потреблял около 8700, вплоть до 8900 мегабайт, что примерно на 700 мегабайт больше, чем Chrome или Edge. Работа с большим количеством вкладок тут также неудобная, как и в большинстве хромиумов. В бенчмарках Opera показывает высокие результаты, характерные для других форков хромиума. Что касается рейтинга по баллам, в общем, да, синхронизация 4, балл закинул еще плюсом за flow, вот эту функцию типа как дроп в Edge. Дизайн 2, субъективно, но мне очень не понравилось, честно говоря. Кастомизация 6, основной функционал 4, вертикальных вкладок нет, группы вкладок такие себе. Доп. Функционал 7, скриншоты, сайдбар полная фигня, в смысле скриншоты нормальные, а сайдбар фигня. VPN есть, ладно. Многозадачность 3, workspace не особо полезные, профилей нет. Приватность 3, плохо. Блокировка рекламы 3, тоже все очень плохо. Производительность 7. Общее ощущение 3. Снизил сильно за рекламу и невозможность поменять поисковую систему. DRM есть, само собой. Итого имеем всего 42 балла. Но что вы хотели? Конечно, в целом данным браузером все еще можно пользоваться, разумеется, нужно понимать, что все браузеры хоть и отличаются, но выполняют одну и ту же функцию, зачастую с этим справляясь примерно одинаково, достаточно базово. Но все же Opera мне не понравилась ужасным, на мой взгляд, интерфейсом, дизайном, отсутствием профилей,
отсутствием нормальных поисковых систем из коробки и невозможностью их, соответственно, и нормально из коробки добавить, нормальные поисковые системы, плохой приватностью. Поэтому я поставлю данный браузер в D-тир. Вы поставили его тоже в D-тир. Земля ему пухом. Тем не менее, у Opera еще будет шанс проявить себя, ведь я еще не рассказал вам о другом творении тех же разработчиков, Opera GX, но об этом будет чуть позже. Чтобы и вам, и мне немного отойти от Opera, давайте расскажу вам про, наверное, самый свежий браузер в этом видео — Samsung браузер. Вероятно, вы знаете об этом браузере по его мобильной версии или, может быть, по версии для смарт-часов на Wear OS. Это, собственно, единственный нормальный веб-браузер для них. Так вот, недавно Samsung решили сделать и ПК-версию, вероятно, для синхронизации с мобильной версией, которая не то чтобы прям особо популярна, но идет сразу после Chrome и Safari по этому показателю. Возможно, потому что предустанавливается на телефоны Samsung, ну, как есть. Вот, в принципе, это типичный форк Chromium, тут ничего нового. Сразу упомяну, что еще в установщике можно врубить встроенный отблок, что я и сделал. Еще сразу скажу, что в данном браузере версия Chromium достаточно заметно отстает от актуальной на 4-5 версий, что для большинства вряд ли будет какой-то особой проблемой, но я должен был об этом сказать. После установки нас встречает довольно дефолтная и простая домашняя страница, отличающаяся лишь виджетами погоды и времени и вкладками с других устройств, как и в Chrome, но выглядит немножко иначе. Все эти виджеты можно отключать, естественно. Как бы это странно ни звучало, но мне сразу реально без шуток понравилось количество дефолтных обоев, но это какое-то просто нереальное, их тут сотни, наверное, не меньше. Но это плюс с точки зрения того, что можно выбрать себе обои, ну точно практически. Если вам вдруг не хватало обоев, вы их не находили. Что мне сразу понравилось в плане интерфейса, это боковая панель, на которую finally можно сразу из коробки добавлять свои сайты. Правда, да, браузер сразу предлагает свои варианты, причем даже не ясно, реклама это или нет, но хотя бы можно добавлять свое. И, на мой взгляд, главный плюс этой панели в том, что все сайты с нее запускаемые открываются в боковом уменьшенном окне, окошечке таком. В отличие от того же Brave, где в таком виде открываются лишь из коробки добавленные сервисы Brave. Это реально удобно использовать для того же переводчика или еще чего-то, что нужно быстро открыть в небольшом окне. И еще удобно, что из коробки добавили кнопочку, по которой быстро можно запускать разделение экрана. Хотя стоит сказать, что во всех Chromium браузерах такую кнопку можно добавить на toolbar в настройках. Тут это просто сделали по дефолту, так сама фича работает обыкновенно. Группы вкладок выглядят и работают так же, как и везде. А вот вертикальных вкладок нет, что досадно, хотя вероятно их добавят, возможно с новыми версиями Chromium. Сам дизайн тут в принципе просто норм, выглядит норм, весьма современно. Есть возможность установить акцентный цвет, который будет во всем интерфейсе, так же как в Chrome. Но в целом интерфейс не перегружен, это радует. Тоже касается так называемого Galaxy AI, для пользования которым придется войти в аккаунт Samsung. Это по сути ИИ-ассистент от Perplexity, который присутствует в качестве чат-бота на сайдбаре. Есть кнопка для сжатой инфы по открытой странице и для перевода, и то работало прям так себе. Но вот что круто, так это некоторые возможности данного ассистента по управлению вкладками. Во-первых, можно попросить его открыть вкладку с чем-то конкретным, и он это сделает. Например, я его попросил открыть мой канал на YouTube, указав название, у него это получилось. Во-вторых, он умеет работать с историей браузера, благодаря чему он может спокойно открывать ранее закрытые вкладки по одному запросу. Например, открой последнее YouTube-видео, которое я смотрел, он откроет. Конкретно этот функционал выделяет этот так называемый Galaxy AI над другими браузерами, потому что это может быть полезно, и это уже не просто чат-бот. Да, такой же функционал есть и в том же Edge, но там это реализовано криво, работает криво, чат-бот открывает совершенно не то, что было в истории, как будто он не может взять оттуда точную инфу, а тут вроде с этим получше все работает нормально. В вопросе приватности тут есть небольшой бонус. Это режим инкогнито, который тут можно запаролить, причем пароль будет запрашиваться даже после обычного сворачивания окна. И еще я не смог сразу вот так вот записать на видео этот режим, потому что браузер скрывает окно при записи, его тупо не видно, я как будто просто двигаю мышкой по экрану как шизик. И ни OBS, ни NVIDIA, встроенная утилита не смогли, записать, поэтому пришлось на виртуалку ставить. Синхронизация в Samsung браузере происходит через аккаунт Samsung, кто бы мог подумать. Но она больше заточена под связь с мобильной версией.
На ПК на главной странице отображаются открытые вкладки с телефона, но полностью сессию с телефона или другого ПК не открыть. На сайдбаре есть отдельное окно с ярлыками с телефона, открытыми на телефоне вкладками и закладками оттуда же. На другом ПК домашняя страница синхронизировалась не полностью, обои поменялись, но ярлыки остались. Также синхронизируется сайдбар и расширение. Группы вкладок не синхронизируются, активная вкладка между ПК именно, вроде тоже, только между телефоном и ПК. Но на телефоне все еще нельзя открыть полную сессию вкладок с ПК, как и на ПК, собственно говоря, с телефона. В теории тут есть некая функция бесшовного продолжения просмотра между телефоном и ПК, типа вы остановились на определенном месте на сайте, например, читая статью, и вы можете быстро и легко продолжить ее чтение на ПК на том же самом месте конкретно этого сайта. Такого нигде вроде нет еще. Но беда в том, что для этого нужен Bluetooth и на ПК, и на телефоне. На ПК у меня нет его, так что я не смог это протестировать. Поверим на слово. В браузере есть собственный встроенный отблок и защита от трекеров. Но и то работает так себе. И то очень простенькое, чисто для галочки, в Cover Your Tracks результат средний, что-то блокирует, что-то нет. Манифест V2 здесь не поддерживается, это обычный форк Chromium, поэтому с поддержкой блокировщиков рекламы тут так же, как и в Chrome, например. Ну и телеметрию данный браузер собирает еще как, хотя и не так активно и не так много, как Chrome или Edge, или даже Opera, но назвать этот браузер прям направленным на приватность нельзя. Но все же он получше в этом вопросе таких вот популярных браузеров типа Chrome или Edge, как я и сказал. С одной вкладкой браузер потребляет где-то 400 мегабайт, многовато. В тесте с 50 вкладками он скушал 7-7,5 гигов ОЗУ, поменьше, чем Chrome или Edge, скорее всего из-за какого-никакого встроенного блокировщика рекламы. Кстати, в отличие от многих хромиумов, тут адекватно и удобно работать с большим количеством вкладок, список прокручиваемый. В бенчмарках Samsung показал себя довольно хорошо, хотя результаты не самые высокие. Но вот что интересно, результаты в MotionMark сильно выше, чем во всех других браузерах. Не знаю даже почему, но прям реально сильно отличается результат. Еще один важный момент, который стоит учитывать. Этот браузер поддерживает только Windows 10 и 11. Ни Linux, ни macOS он не поддерживает. И для многих это огромный минус. И вы его, в общем-то, не будете использовать. Скорее всего из-за этого. Если вы пользуетесь macOS или Linux, очевидно, вы не будете им пользоваться. Даже не сможете. Ой, этот пациент набирает следующие баллы. Синхронизация 6. Хоумскрин так себе синхронизировался, хотя частично. Между ПК синхронизация очень слабая, но есть и плюсы в синхронизации в целом. И если есть Bluetooth, то есть крутые моменты, вот типа продолжение чтения в той точке статьи. В общем, вы поняли, да? Дизайн 8, кастомизация 6, основной функционал 4, вертикальных вкладок нет, поэтому так низко, так мало. Доп. Функционал 9, хороший сайдбар, и агент, и режим инкогнито достаточно необычный, прикольный. Многозадачность 0, тут тупо нет ни профилей, ни воркспейсов, вообще ничего, как-то грустно. Приватность 6, блокировка рекламы, троечка, из коробки довольно слабо, как в Опере, допустим. Производительность 8, общее ощущение 8, в принципе, все просто норм, интерфейс не какой-то перегруженный, все нормально в целом. DRM есть. Всего 58 баллов, достаточно средненько, не слишком мало, но все же. Samsung браузер я решил поставить в B-тир. Мне нечего тут добавить особо. А вы поставили данный браузер в C-тир. Не знаю, почему так низко. Все же это ваше решение. Вероятно, потому что большинство с ним даже не знакомо. Он недавно вышел на ПК. Собственно, это вполне оправдано. Чтобы завершить рассказ про браузеры от разработчика Opera, придется взглянуть на еще один их продукт Opera GX. Вообще стоит сказать, что есть еще Opera Air, но это уже, если честно, такой бред делать миллиард браузеров, которые отличаются чисто дизайном и некой концепцией, которая по факту бессмысленная. Поэтому расскажу лучше лишь про более популярный GX. Это официально некий геймерский браузер, хотя по факту он не то чтобы особо геймерский, но так себя позиционирует.
По сути, это все та же Opera, но с измененным дизайном и некоторыми отдельными фишками. Дизайн выглядит достаточно необычно, не сказать, что я фанат такого, но, если честно, выглядит лучше, чем обычная Opera. Там реально все какое-то слишком уж кривое, тут вроде норм, но вот единственное, что этот уголок окна меня постоянно раздражал, не в полноэкранном режиме. Еще достаточно прикольно, что можно включить встроенную фоновую музыку и звуки, которые будут воспроизводиться при нажатии на кнопки, печатании текста и так далее. Достаточно приятные звуки, что уж тут говорить, так что против ничего особо не имею, как интересная фича пойдет. Оперы данный браузер отличается наличием всякого геймерского мусора, немного другой рекламой и другими ярлыками на сайдбаре, которые все так же не позволяют добавлять свои ярлыки. Тут тоже есть и чат-бот Aria, есть, кстати, и генерация картинок, но в обычной опере тоже вроде есть, там просто не обратил внимания. Есть все тот же прокси, который именует себя VPN. Из уникального функционала в Opera GX есть возможность вручную ограничивать потребление браузером оперативной памяти, интернета или ЦПУ. А также очистку браузера тут назвали GX Cleaner и вынесли в отдельное боковое окно, но функционал обыкновеннейший, как у любого браузера, просто вот в такой вот обертке типа уникально. Opera GX Cleaner, ну понимаете, да? Но в основном это все та же Opera в другой обертке. Ну знаете, Opera GX, геймерский браузер. Это не просто Opera, это Opera GX. В общем, те же возможности для создания скриншотов, та же проблема с Яндексом, который сложно поменять на Google или другую поисковую систему, тот же переводчик. Забыл, кстати, в обычной Opera сказать, но в общем у них одинаковый перевод, вроде нормального качества, достаточно быстрый, у меня тут никаких претензий нет. Но в Opera GX хотя бы профили не убрали, как в обычной опере. Хоть они и не в самом удобном месте находятся, но работают как надо, за это хоть спасибо. С приватностью все так же плохо, как и в обычной Opera, на этом не останавливаемся. В бенчмарках результаты ожидаемо высокие, все-таки Chromium, но в спидрометре немного меньше, чем обычно. С одной вкладкой браузер потребляет где-то 370-410 мегабайт оперативки. В тесте с 50 вкладками примерно 7 гигов. По какой-то причине меньше, чем обычная Opera. Странно, ну допустим, вот так вот. Opera GX чуть обогнала обычную Opera в баллах по категориям, а именно синхронизация 4 балла, дизайн 4, кастомизация 7, основной функционал 4, дополнительный 7, многозадачность 5, все-таки профили легко создаются, приватность 3, блокировка рекламы 3, производительность 8, общее ощущение, ну, на 4, чуть приятнее, чем Opera. DRM есть. Итоговый балл 49 на 7 баллов больше, чем у Default Opera, знаете, существенный разрыв, хотя казалось бы. Я поставлю Opera GX в C-тир, этот вариант мне понравился больше, чем обычная Opera. Здесь все-таки поприятнее, знаете, такой более допиленный дизайн, есть всякие небольшие уникальные фишки, и ощущается он в целом, приятнее, этот браузер, чем Opera. И вы, собственно говоря, поставили его в D-тир, туда же, куда и обычную Opera. Видимо, вас особо ничего не впечатлило, ни дизайн, ничего, но я решил все-таки отдать дань уважения за то, что данный браузер чуть-чуть все-таки поприятнее. Многие могли не слышать о таком браузере, как Flurp, но все же он существует. И это японский форк Firefox. Ну, знаете, первый факт, который про этот браузер везде, это то, что он японский. Ну, знаете, когда браузер японский, это типа жесть. Все такие, вау, это японский браузер, что? Так вот, встречает нас достаточно приятный и красивый установщик, а затем и экран первоначальной настройки, который на 5-м этапе, вот именно 5-м, почему-то решил у меня вылетать. Ну да ладно.
Домашняя страница простая, хоть и со своим дизайном. С рандомными обоями, но что грустно, никакой доп. Фигни типа погоды нет. Ну и ладно. В плане дизайна, что приятно, можно выбрать различные варианты оформления. Типа как в WaterFox, водичка Fox, да, извиняюсь. Но чуть посовременнее. Сам браузер, в принципе, фокусируется именно на кастомизации. Тут много настроек в этом направлении. Например, есть возможность включить отображение большого количества вкладок рядами друг над другом. Можно закруглить страницы, убрать стоп-бар, всякое такое. Короче, вы понимаете. Кастомизация. Также тут есть свой собственный сайдбар, помимо дефолтного из Firefox, на котором есть Flurp Notes, простенькие заметки, и сюда же можно добавлять любые свои сайты, которые будут открываться так же, как в том же Samsung браузере, то есть сбоку в небольшом окне. Причем, что круто, ширину боковых окон каждого сайта сайдбара можно регулировать отдельно. Можно даже, открыв сайт сайдбара, сделать его плавающим окном, вот так вот. Вот такого, кстати, нигде вроде нет. Ну и помимо этого на сайдбар можно добавлять даже расширение, хотя в целом это бесполезно, потому что расширение можно добавить и в топ-бар как бы. Ну да ладно. В общем, по функционалу, на мой взгляд, во Flurp лучшая боковая панель из всех браузеров. Только в Vivaldi она как бы тоже очень хороша и примерно на том же уровне. И еще тут, оказывается, есть некая command palette типа Spotlight, в общем, микролаунчер команд или быстрого поиска. Можно быстро менять какие-то настройки или открыть разделение экрана, например. Но, забегая наперед, в Vivaldi это получше. Еще тут куда-то запрятали так, что сразу и не заметишь, так называемый Zen Mode, режим, в котором весь контент в полноэкранном режиме, но по наведении вверх или вправо показываются вкладки или сайдбар, причем с приятными анимациями. Тут мне зашло. Ну вот с вертикальными вкладками тут это работает как-то кривоватенько. Причем даже отдельные вертикальные вкладки полностью скрыть нельзя, чтобы чисто при наведении отображались, потому что вкладки тут из дефолтного Firefox. Вертикальные вкладки тут такие же, как в Firefox. Разделение экрана тут продвинутое, можно добавлять не просто 2, но и 3, 4 вкладки на один экран и легко перемещать их между собой. Это, в общем-то, первый браузер, который мы сейчас обозреваем, в котором разделение экрана хоть как-то отличается от всех остальных. Во Flurp из коробки можно ставить PWA приложение. Раньше это была уникальная фича в сравнении с Firefox, теперь уже нет, потому что в Firefox теперь это тоже есть по дефолту. Во Flurp есть свои собственные workspaces, рабочее пространство. Переключение между ними реализовано через боковую панель. Причем прикол в том, что это реализовано и как отдельная функция, и в связке с контейнерами из Firefox. То есть можно создавать как workspaces с общими куки и данными с другими workspaces, типа как в условном Edge, так и выбирать для отдельных рабочих пространств отдельные контейнеры с отдельными данными. Как-то сложно сказал, в общем, вы можете использовать workspace как чисто визуальное разделение, если у вас, например, много вкладок, так и с разными контейнерами, типа как бы по аналогии с профилями, что позволяет использовать разные аккаунты на тех же сайтах, как в разных профилях, короче, только история общая. Это единственный плюс или минус, кому как, с историей. Ну, если вам workspace'ов мало, то вы всегда можете создать тупо отдельный профиль, тут ничего нового. Главная проблема браузера — синхронизация, так как она тут происходит через аккаунт Mozilla, и в итоге вся кастомизация, все workspace, весь контент на сайдбаре на другом устройстве тупо исчезает. Да, весь базовый функционал синхронизации с Firefox работает, но на этом все. Если вы не синхронизируете данные между несколькими ПК и вам чисто раз в год нужно переносить данные, например, при переустановке системы, то в целом для вас в этом вопросе все достаточно окей. Можно просто переносить физически папку профиля и все. Но для всех остальных, конечно, это огромный, жирный, толстый минус. Приватность. Flurp в этом вопросе тоже чуть получше Firefox, тут вырезана вся телеметрия Mozilla, какая есть. Ну и так же, как и в Firefox, тут работает мощный блокировщик рекламы. Это все-таки тот же движок Gecko. В Cover Tracks по дефолту браузер показывает те же средние результаты, что и Firefox. В жестком режиме защиты от трекеров тоже такие же почти идеальные результаты, как и в Firefox. Еще одна мелочь: в приватном окне можно без закрытия самого окна очищать все данные нажатием одной кнопочки. Ну и иконка приватного окна прикольная. Производительность. В бенчмарках все предсказуемо плохо, все-таки это форк Firefox, надо понимать.
Правда, почему-то все еще хуже, чем в оригинале. Ну да ладно, это бенчмарки. С одной страницы японский браузер кушает около 330-360 мегабайт ИЗУ. С 50 вкладками Flurp сожрал 11,5-12 гигабайт оперативки, опять же очень много, но ничего удивительного, Firefox тоже очень много жрет, здесь нет никаких встроенных блокировщиков рекламы, в общем это ожидаемо. И еще одна маленькая такая деталь, которая для кого-то все испортит. Тут нет поддержки TRM. Если вы пропустили про то, что это, то переходите по тайм-коду в начало видео. Если я не забуду, то на монтаже сейчас я вот тут вставлю тайм-код. За синхронизацию Flurp получает 3 балла всего лишь. Ну, вы понимаете почему. Потому что тут обычная синхронизация с Firefox. А все остальное, собственно, что здесь добавили, оно не синхронизируется. Дизайн 7 баллов, кастомизация 9, основной функционал 9, дополнительный 10. Ну, тут крутой сайдбар, заметки, свой типа Spotlight и много чего еще. Многозадачность 9, профили и workspace с контейнерами, это все же приятно. Приватность 9, блокировка рекламы 9, производительность, 4, все-таки Firefox. Общее ощущение 8. DRM нет, к сожалению. Итого целых 77 баллов. Много, согласитесь. Сначала я думал поставить Flurp куда-нибудь пониже, потом решил вообще в S-тир его закинуть. Но, в итоге я передумал после того, как протестил синхронизацию, после чего я отправил его в A-тир. Этот японский браузер во многом превзошел оригинал и в кастомизации, и в уникальном функционале, и это похвально. Но без возможности как-либо все это добро синхронизировать, многим будет сложно пользоваться данным браузером, хотя во всем остальном он достаточно крут и, возможно, заслуживает быть в S-тире, но, на мой взгляд, нет. Вы отправили Flurp в C-тир, вообще не знаю, за что так с этим браузером. Мне кажется, он такого точно не заслуживает, вы сами в этом убедились. Но он как минимум лучше Firefox, или, по крайней мере, не хуже, а Firefox у вас находится, я напомню, в S-тире. Это какое-то безобразие. Что ж, переходим к следующему пациенту. Vivaldi. Довольно популярный браузер. Ну как популярный? Короче. О нем точно есть что рассказать. Сразу скажу, что тут есть один нюанс. Большая часть видосов снималась еще на старой версии Vivaldi, а уже позже вышла версия 8.0, которая принесла с собой серьезный редизайн. Так что большая часть видосов в плане дизайна немного не актуально, хотя в целом весь функционал и все такое одинаковое. В 8 версии, помимо редизайна, который наконец-то сделал интерфейс этого очень не минималистичного браузера более приятным и современным. Не сказать, что сильно более минималистичным, но все же. Также добавили в первоначальную настройку пункт выбора одного из 6 дефолтных макетов интерфейса, вкладок, панелей и всего такого. Ну и сам редизайн на самом деле приятный, мне понравился. В основном изменился внешний вид именно панели с вкладками и всяких других панелей сбоку и снизу при их наличии. Они теперь приятно облюрят обои. И да, я почему-то сразу не сказал, но это Chromium-based браузер, отставания в версиях нет. Домашняя страница в Vivaldi довольно продвинутая, она тут разделена на свои подкатегории, переключаясь между которыми вы видите разные ярлыки сайтов и виджеты. Их можно по-своему настраивать, создавать новые, удалять и все такое. Виджеты очень настраиваемые, их очень много. Для любителей настроить стартовую страницу под себя этот браузер однозначно подходит. Забегая наперед, в принципе, для любителей настроить все под себя этот браузер однозначно подходит. Что касается дизайна, как я и сказал, его немного апгрейднули в новой версии, так что сейчас вы видите устаревшую версию. Хотя иногда будете видеть новую, если я вставлю на монтаже. Но суть та же. Тут есть различные встроенные темы, которые можно по-своему настраивать. Например, менять цвета разных элементов, прям фона и так далее. Прозрачность, блюр, закругление, можно даже иконки на свои менять. В целом, этот браузер именно что крайне не минималистичный в плане интерфейса и дизайна, но зато крайне настраиваемый под себя и в плане кастомизации, и в плане функционала.
В общем, понимаете, для кого этот браузер? Для вас или не для вас? Боковая панель содержит в себе кучу всякого добра. Закладки, загрузки, ну это понятно. Календарь, заметки, переводчик, почта, задачи и свои ярлыки сайтов, которые открываются в боковом окне. Размер окна можно вручную регулировать, и он фиксируется и будет всегда такого размера, какого вы его сделали. Также есть режим Floating Panel, в котором боковое окно сайта с сайдбара открывается поверх открытого сайта, а не разделяя экран. Тоже приятно. Помимо боковой панели есть нижняя панель, на которой можно врубить паузу, типа тоже уникальная фича, замораживает весь контент в браузере. Врубить абсолютно полноэкранный режим, который оставит только активную вкладку, а интерфейс браузера будет всплывать при наведении к краям окна. Ну типа как Zen Mode, короче. Сделать скриншот, но хоть и на нем нельзя будет рисовать, как в некоторых других браузерах, типа в Opera, по-моему, или в Edge. Можно даже тайлинг врубить, но это все же тоже разделение экрана, но можно добавлять больше, чем 2 сайта, и удобно перетягивать их туда-сюда, как во Flurp. Второй такой браузер. Что касается настроек. Вот честно, к черту, я уже не буду про все рассказывать. Видео и так на 5 часов будет. Ну, может, не на 5 часов, но, на часа 2 точно. Ну, вы увидите. Я пока не знаю. Тут настроек очень много всевозможных. Просто знаете, это, скорее всего, самый настраиваемый браузер из всех. Извините, я уже не могу уже столько говорить. Если вам надо такое, чтобы куча настроек было, вот этого всего, вам он точно нужен, этот браузер. Если вы фанат минимализма, вам эти все настройки вообще не нужны, то браузер вам это точно не нужен. Удаляйте. Просто удаляйте его. Вертикальные вкладки присутствуют. Единственная проблема их в том, что они как-то сыровато выглядят. Местами чутка кривовато, но в целом все ок. Есть Zen Mode, я, по-моему, про это уже говорил, ну ладно. Можно отдельно регулировать автоскрытие разных панелей, в том числе панелей с вкладками, вот это круто. Хотя настроек конкретно вертикальных вкладок тут не так много, и в этом плане браузер частично уступает конкурентам. Тут, например, есть даже превью вкладок. С такой включенной настройкой вкладки отображаются с превью открытого на них сайта. Но это занимает много места, очень много места, и мне сложно придумать, как это может быть удобно, но, как видите, настроек тут под все вообще очень много. Вот под все сценарии, какие вы только можете придумать, и даже если вы не могли это придумать, оно тут есть. Тут даже есть свой типа Spotlight, как во Flurp, но покачественнее и с намного большим количеством пунктов. По нажатию F2 он активируется, и вы можете там быстро вызывать различные команды, открыть новое окно, активировать тайлинг и так далее. Искать среди вкладок и даже делать быстрые расчеты в калькуляторе, прямо там. Прям как в Spotlight, по-моему, macOS такой же примерно функционал. Группы вкладок, разумеется, присутствуют, причем у них есть разные варианты отображения. Например, вот такой вот двухэтажный. Даже в истории тут целый космический корабль с прикольной статистикой, ну сами видите. PWA-приложение, разумеется, можно ставить. И еще DRM тут поддерживается, если вы вдруг могли подумать об обратном. Это все же не такой маленький проект. Перевод есть, конечно, но он свой. Приватный, но достаточно медленный и по качеству уступающий аналогам. В Vivaldi есть и workspace, типа таких, какие есть во Flurp, но реализация все же чуть похуже, чисто из-за того, что это Chromium, и workspace не используют контейнеры или что-то такое. Поэтому у них у всех общий кэш, куки и данные. Поэтому для полной изоляции придется юзать профили. Благо реализация нормальная, через интерфейс, без костылей, и мне здесь нравится больше реализации, чем, допустим, в Edge, потому что в Edge все-таки открытие в разных окнах сомнительно, а здесь в одном окне переключение быстрое. В Vivaldi синхронизация немного слишком мудреная, происходит через аккаунт Vivaldi, но также нужно создать пароль шифрования для шифрования данных, соответственно. У меня синхронизация заработала не с первого раза, были какие-то приколы с аккаунтом, меня вообще забанили за что-то, потом благо разбанили, спасибо. Домашняя страница синхронизируется, сайдбар тоже, активные вкладки из других устройств открывать достаточно удобно. Что касается workspace, ситуация сложная. С одной стороны, по сути, они не синхронизируются. С другой стороны, там же, где и вкладки из других устройств, можно увидеть и открыть и workspace. При открытии workspace, по сути, сохранится и на новом устройстве. В общем, вроде норма, вроде как-то мудрено и не особо удобно. В мобильной версии синхронизируется домашняя страница, активные вкладки с ПК можно открыть в full сессии, все ок.
Но workspace на телефоне нет, жалко. Соответственно, и синхронизации их тоже нет. В общем, как и в Edge, допустим. Также тут есть свой собственный блокировщик рекламы встроенный. Он уступает тому же Brave'овскому, но он будет справляться с большинством рекламы, плюс можно добавлять свои правила списки блокировки, поэтому с этим порядок. Да, со сторонними блокировщиками все та же беда, старый манифест не поддерживается, но встроенный будет работать в любом случае достаточно хорошо, не переживайте. По приватности тут все хорошо. Есть встроенная защита от трекеров, Cover Your Tracks это подтверждает, только Fingerprint уникальный опять-таки. С телеметрией тоже каких-то особых вопросов нет, ее крайне мало, если она вообще есть. Настроек очень много в этом плане. Есть даже подмена геолокации. Прикиньте, вот просто зачем вам это? Обычно это расширениями каким-то делается. А тут это прям в настройках браузера. Ну, я же вам говорю, это жесть какая-то. В бенчмарках все очень хорошо. Vivaldi показывает один из лучших результатов, хоть и не самый лучший. С одной вкладкой потребление АЗУ где-то в районе 300 мегабайт, в тесте с 50 вкладками всего 6 гигабайт, почти как у Brave, и лучше, чем у большинства. В общем, достаточно круто. За синхронизацию Vivaldi я дам 7 баллов. Были приколы с аккаунтом, и в Workspace синхронизируется криво. За дизайн 5. На любителя, знаете ли, перегружен. Кастомизация 10. Тут без вопросов очень много настроек всего и вся. Можно даже тему там, каждый цвет менять. В общем, тут понятно. Основной функционал 9. Дополнительный 10. Крутой сайдбар, куча своих сервисов. Вот этот Spotlight, типа нижняя панель, многоэтажная группа вкладок. Ну, вы поняли. Многозадачность 8. Напомню, здесь есть Workspace. Приватность 9. Блокировка рекламы 8. Есть свой блокировщик. Производительность 9, общее ощущение 7. Опять же, чуть-чуть снизил за перегруженный, на мой взгляд, интерфейс и слегка кривоватый местами, прям слегка. DRM есть, разумеется. Всего целых 82 балла. Сейчас это, по-моему, собственно говоря, лидер. За счет большого количества настроек и дополнительных функций, понимаете, он набрал так много баллов. Конкретно здесь это ему очень сильно помогло. Это не значит, что он лучший для всех, но настроек действительно очень много, как я и сказал ранее. Этот браузер я тоже сначала думал поставить куда-то пониже, но решил поставить его в S-тир. Это не совсем правильно, потому что не скажу, что мне он как-то мега нравится, но я не могу игнорировать факт наличия такого огромного количества настроек всего и вся и кучи разного функционала. Да, браузер точно не про минимализм, не про какой-то мега крутой дизайн, но зато с кучей своих плюсов. Ну и после редизайна дизайн мне в принципе зашел, он стал по крайней мере лучше. Вообще я Vivaldi когда-то даже пользовался как основным браузером, было такое, хотя было это, может быть, месяц всего, но тем не менее. Вы поставили его в B-тир, вероятно, многим не нравится дизайн и перегруженный интерфейс. Но согласитесь, что по функционалу тут реально все круто. По возможностям. Теперь давайте посмотрим на 3 форка Chromium, которые вот про приватность и вырезание Гугла из Хрома, но при этом с сохранением оригинального дизайна и всего такого. Начнем с Ungoogled Chromium. Скачать его с релизов в репозитории на GitHub не выйдет, там Linux релизы. Поэтому переходите на сайт как в видео, и там уже качайте установщик для винды. Браузер встречает максимальным минимализмом, к которому он, собственно, и стремится. Все мега по-простому. Дизайн как у Chrome, но без всего, что связано с Гуглом. Единственное, что мне не понравилось в плане оформления, тут даже тему поменять нельзя из коробки, в смысле основной акцентный цвет или обои. Подумал я, но потом все же нашел, что менять акцентный цвет можно через менюшку профилей, хотя это костыль немножко. А вот обои все же, видимо, никак. Это грустно. Еще тут очень большой прикол в плане расширений. Раньше они вообще не поддерживались, теперь стало лучше, но нужно по инструкции сначала поменять один флаг в Chrome Flex, потом установить расширение Chromium Web Store, благодаря чему мы сможем, как обычно, ставить расширение из обычного Chrome Web Store. В общем, не слегка придется запариться. Но такая возможность имеется. В принципе, это все тот же Chromium с тем же дизайном и почти во всем
тем же базовым функционалом, сплитскрин, вертикальные вкладки, PWA приложения, все это работает. Но вот из-за вырезания всего гуглового и простоты проекта тут нет синхронизации вообще, от слова совсем, и нет DRM. Конечно, можно подкрутить всякие костыли, типа расширений для синхронизации или копирования папки Widevine из CDM из папки с Chrome или Edge в папку с Chromium, вот этим Ungoogled, для решения проблемы с DRM, но мы рассматриваем все из коробки, так что ситуация такая из коробки. В плане приватности, понятное дело, все круто. Никакой телеметрии, полный open source, хотя в Cover Your Tracks все еще не очень, потому что тут нет какой-то особой защиты от трекеров, никакого доп. Функционала в браузере в принципе нет, тут только вырезали все. С блокировкой рекламы все так же, как в Chrome. Расширение только урезанное, какого-то особого встроенного отблокера тут нет, тоже минус. В бенчмарках результаты предсказуемо высокие, хотя чуть пониже, чем у некоторых других Chromium-based браузеров. С одной вкладкой Ungoogled Chromium потребляет всего 90-120 мегабайт УЗУ, что, кстати, очень мало. В тесте с 50 вкладками где-то около 7,5 гигов. Чуть лучше, чем Chrome, но не особо. Блокировщиков нет, поэтому так. Что ж, баллы для рейтинга. Синхронизация 0, потому что ее тут нет. Дизайн 8, кастомизация 5, основной функционал 6, дополнительный 0, потому что его тут нет, тут только вырезали все. Многозадачность 4, приватность 8, блокировка рекламы 0, к сожалению, здесь такая проблема, то же самое, что в Chrome, по сути. Производительность 10, ну, все-таки он очень мало ресурсов потребляет на старте, и в целом он достаточно быстрый. Общее ощущение 5. DRM нет. Итоговый балл 47 всего лишь. Но вы должны понимать, что здесь баллы низкие, тупо за счет того, что здесь мало функционала какого-то. Это не значит, что он прям какой-то ужасный. Хотя, опять-таки, есть варианты получше. Ungoogled Chromium я поставлю в D-тир, потому что лично я данным браузером пользоваться не могу из-за отсутствия синхронизации и тупо из-за ненадобности. Есть хоть и слегка менее приватные, слегка более тяжелые браузеры, которые во всем остальном превосходят Ungoogled Chromium. Ну и пользоваться на постоянной основе этим браузером сложно. Да и следующий буквально браузер превосходит этот, хотя концептуально такой же. А потом будет еще более превосходящий. Поэтому он заслуживает, мне кажется, быть в D-тире. Вы поставили его в B-тир, в целом окей. Но опять-таки я поставил его в D, потому что будут браузеры лучше, с той же идеей, но удобнее. Вот и все. Еще один близкий к Chrome браузер и концептуально близкий к Ungoogled Chromium — это Chromita. Вообще, это больше браузер для Android все-таки, но есть Windows-версия. И сразу можно заметить определенный недостаток — отсутствие установщика. Хотя, конечно, можно просто создать ярлык и закрепить его где-то в пуске или на панели задач, и все. Это так, чуть-чуть жалуюсь, короче. Chromita встречает нас такой же минималистичной домашней страницей, как и Ungoogled Chromium, и абсолютно таким же дизайном. В целом, в плане базового функционала или дизайна, или дополнительного функционала, все то же самое, тут без изменений. Вопрос тут слегка в другом. Главный, как я понял, прикол, ну, может не самый главный, но один из самых главных, помимо вырезания всего гуглового и повышенной приватности, это встроенный блокировщик рекламы AdBlock Plus. С ним сразу возникла проблема. Он не смог сам скачать вот эти вот TXT правила фильтрации, но их можно добавить вручную по ссылке, а ссылки можно найти, просто поискав в интернете в целом. Это не проблема. Проблему должны уже скоро решить, а пока я сам добавил пару этих списков и протестировал блокировщик. И вот с этим вот списком BadBlock Plus различные тесты блокировки рекламы показали шедевральный результат вообще в 100%. Это не значит, что блокировщик прям самый лучший, но это о чем-то говорит. Ну, в общем, с этим блокировщиком есть некоторые проблемы. Во-первых, на сайтах могут оставаться дыры от рекламы, так как это простенький отблок, и он ничего с этим не делает. Во-вторых, он никак не борется с детекторами отблока, и некоторые сайты не дадут вам на них зайти, потому что они определяют отблок. В Cover Your Tracks Chromita показывает себя почти так же средненько, как и Ungoogled Chromium, но тут не уникальный отпечаток, fingerprint. Напомню, это хорошо, если что. Но с защитой от трекеров что-то как-то не очень, хотя вроде как, по идее, должно быть лучше.
но по факту, как видите, что-то как-то нет. Расширение тут ставится сразу из коробки, очевидный плюс над Ungoogled Chromium. Но синхронизация по-прежнему отсутствует полностью, как и поддержка DRM. Короче, это как Ungoogled Chromium, но чуть-чуть более юзабельный. Для людей слегка более. С одной вкладкой Chromite потребляет где-то 100-110 мегабайт оперативной памяти, примерно как и Ungoogled Chromium. А вот в тесте с 50 вкладками он кушал всего около 5 гигабайт ОЗУ, что очень мало, это самый низкий результат среди всех браузеров. Наверное, благодаря мощной блокировке рекламы, которую я сам там сделал. Поэтому это не говорит о том, что браузер какой-то мега-мега-ультра нетребовательный к ресурсам. Нет, скорее просто вот блокировщик такой, и я так его настроил. Вы должны это понимать. Так, ну что же, по рейтингу тут быстренько пробегусь, потому что это очень похоже на предыдущий браузер. Синхронизация 0, ее нет. Дизайн 8, кастомизация 6, основной функционал 6, доп. Функционал 0, опять-таки нету. Многозадачность 4, приватность 9, блокировка рекламы 8, производительность 10, общее ощущение 5. Опять-таки нет установщика, не очень удобно. DRM нет. Итого 56, чуть получше. Я поставлю его все еще в C-тир в моем тир-листе, повыше, чем Ungoogled Chromium, потому что Chromite тупо лучше в нескольких ключевых параметрах, но все же выше поставить не могу, потому что это очень специфический браузер без синхронизации, без DRM, без каких-то уникальных фишек, мега простенький, все еще сложный и юзабельный. Я бы подумал поставить его в B-тир, но это мой тир-лист, я ставлю тут все в зависимости от моего личного удобства и пользования каждым из браузеров, так что я бы его туда все же не ставил. Вы поставили его, собственно, в B-тир. И да, прямо сейчас будет браузер, который опять-таки лучше их обоих, и он из той же оперы, поэтому с оперой, если что, это никак не связано, который браузер оперы. Ну и третий замыкающий браузер среди простых и приватных Chromium форков — Helium. В отличие от двух предыдущих браузеров, тут уже не только вырезана куча всего, но и свой дизайн, функционал. На старте нас встречает вот такой приятный красивый сетап, впрочем, ничего особенного. В целом, базовый функционал и дизайн аналогичен хромовскому, но есть нюансы, причем хорошие нюансы. Присутствует кастомизация в виде 4 макетов размещения вкладок и поисковой строки. Один дефолтный, второй, где вкладки под строкой, третий компактный, все в одну строку, и 4 вертикальные вкладки, которые слегка отличаются от хромовских в первую очередь функционально. Есть всякие настройки, в том числе присутствует так называемый Zen Mode, в котором отображается, собственно, только содержимое сайта, а все остальное показывается при наведении. Такое мы уже видели, но для форка Chromium такого как бы маленького масштаба это круто. Причем можно включить постоянное отображение топ-бара или боковых вкладок. В общем, приятно, что режим вертикальных вкладок так приятно настраивается, даже в отличие от того же Chrome, да и большинства других браузеров, кроме нескольких. И при этом все это максимально просто и быстро делается. И остальных настроек тут не сильно много, но вот конкретно вертикальные вкладки хорошо настраиваются, это круто. Да, тут больше нет какого-то особого функционала типа workspace, только профили. Ну, единственное, есть крутой встроенный блокировщик рекламы. Ну, как крутой, это обычный блок Origin, но не урезанная light-версия, как обычно в Chromium. Тут разрабы создали какой-то патч, который возвращает поддержку Manifest V2, как я понял. Хотя не ясно, что будет дальше, смогут ли разрабы браузера и дальше поддерживать полноценно этот функционал. Но пока что как есть, блокировщик весьма серьезный, причем без тех проблем, что имеются в том же Chromite с AdBlock Plus, с тем, что вы детектит и так далее. По приватности тут все круто. Никакой телеметрии, в Cover Your Tracks результат идеальный. В бенчмарках результаты очень высокие, одни из лучших. С одной вкладкой Helium потребляет в районе 280 мегабайт ИЗУ, да, больше, чем аналоги. В тесте с 50 вкладками результат хороший. 5,5-6 гигабайт оперативки, достаточно круто, очень хороший результат. Не просто достаточно круто, очень круто. Но у Chromite чуть получше.
А вот синхронизации и DRM все еще нет. Опять же, при очень большом желании то и другое можно, наверное, костыльно сделать. Но мы рассматриваем ситуацию из коробки. Для общего рейтинга синхронизация 0, ее тут все еще нет, к сожалению. Дизайн 8, кастомизация 8, основной функционал 8, дополнительный 0, его тут нет, к сожалению. Ну, по сути, как бы можно сказать, что есть, но вертикальные вкладки мы все же относим к основному, поэтому нет. Многозадачность 4, приватность 10, блокировка рекламы 10, тут Block Origin все-таки, нифига себе. Еще и в Chromium-based браузере. Производительность 9, общее ощущение 8. DRM, к сожалению, тоже опять-таки нету. Маленький проект. Всего 65 баллов, согласитесь, неплохо. Что же я хочу сказать? На мой взгляд, из этих 3 браузеров на базе Chromium, которые пытаются в простоту и приватность, Helium лучший. Тут есть и различная приятная кастомизация, включая хорошую реализацию вертикальных вкладок, особенно для такого простого браузера, и качественная блокировка рекламы из коробки, и приватность. Сначала я думал поставить Helium в S-тир, он мне реально так понравился, но решила все же ограничиться А-тиром из-за отсутствия синхронизации. Ну и как-то, знаете, я так подумал, он все-таки не настолько прям мега крутой. Но все же для меня это, понимаете, да, необходимая функция, синхронизация. Хотя пользоваться этим браузером как вторым браузером, без какой-то инфы, которую нужно синхронизировать, на самом деле очень приятно, реально рекомендую. Вот вы поставили его в S-тир, я не рискнул все-таки. Ну что ж, осталось всего 4 браузера. Пожалуй, давайте расскажу вам про Zen, довольно популярный, сейчас вообще очень популярный форк Firefox. Сразу скажу, этот браузер фокусируется именно на работе с вертикальными вкладками, чтобы вы понимали, о чем вообще идет речь. Встречает нас, как ни странно, не домашняя страница, которой тут как бы по дефолту вообще нет, а страница с приветствием, сложенная в папочку, функционал которых мы сейчас рассмотрим, но чуть позже. Что сразу бросается в глаза, так это дизайн. На мой взгляд, современный и красивый, особенно на винде и macOS за счет блюра. Но помимо блюра можно выставить любой свой цвет или градиент и все это круто настроить. Причем можно скомбинировать и цвет и блюр. Ну, короче, настраивайте, как вам нравится. Я оставлю дефолтный бесцветный блюр. Так как браузер фокусируется на вертикальных вкладках, тут они максимально крутые. Сверху находятся закрепленные вкладки и папки, в которых можно размещать еще папки, еще закрепленные вкладки, ну вы поняли. По сути, это как закладки, но чуть удобнее за счет вертикальных вкладок, папок и прочего. Ну, папки есть в закладках, да, но оно быстрее, accessible, отображается на вертикальных вкладках, поэтому это круче. Естественно, тут много всяких настроек вертикальных вкладок и отображения. Можно сделать, чтобы и вкладки адресная строка были на одной панели слева, а можно разделить их, можно полностью скрыть то и другое, сделать так, чтобы все показывалось только при наведении. Тот самый Zen Mode, который мы уже много раз видели. Короче, в этом плане тут максимальная кастомизация, будьте уверены. Также тут есть функционал workspace. Они тут называются просто spaces, пространство опять-таки. Суть все та же, как в том же Flurp. Можно создавать пространство как с общими данными, так и в разных контейнерах для разных аккаунтов, как замена профилей. И что удобно конкретно в Zen браузере, все эти спейсы отображаются внизу на боковой панели с вкладками. И между ними мега быстро и удобно перемещаться, причем что и выглядит это минималистично, красиво, не отвлекает, в общем круто. Еще один прикол — это так называемые Essentials, то есть глобальные закрепленные вкладки в виде таких вот красивых простых плиток. Такая же фигня есть и в Firefox, напомню, но там это просто условно закрепленные сайты. Тут же суть в том, что Essentials плитки отображаются во всех пространствах, когда как обычные закрепленные вкладки и папки уникальны для каждого отдельного пространства. Но еще эти плитки в Zen выглядят круто, с такими вот приятными разноцветными градиентами в зависимости от иконки сайта. Круто, вот поприятнее, чем в Firefox, короче. На этом крутости Zen не заканчиваются, потому что тут по дефолту настроен крутой плавный скролл, благодаря чему листать сайты очень приятно, в отличие от других браузеров. Ну, из коробки, понятно.
Крутость номер уже не знаю какая, ZenMods. Название говорит само за себя, это всякие сторонние модификации для этого браузера. У них очень много разных. Для примера, вот Transparent Zen. Смотрите, какие красивые анимации, переключения между сайтами добавляет. В общем, тут очень много всякой фигни. Но я не буду об этом сильно подробно говорить. Единственная проблема для меня в Zen изначально была в отсутствии стартовой страницы как таковой. То есть, когда браузер запускается, открывается либо предыдущая сессия, либо пустая страница вообще без ничего. Это исправимо. Нужно зайти в About Config и там вот этот флаг поменять на False. После этого в браузере появится дефолтная простая домашняя страница. Но как бы by design предполагается, что вы не используете домашнюю страницу, и вот так вот при запуске браузера сразу у вас запускается вот эта вот микропоисковая строка, и вы там запускаете, что вам там надо. Вот так это работает. Но, опять-таки, как видите, можно все вернуть. Проблем с этим нет. В Zen браузере есть интересная функция как бы предпросмотр ссылок, называющаяся Glance. Зажимаете клавишу Alt, кликаете по кнопке или ссылке и видите как бы превью сайта, при этом не переходя на него. То есть новая вкладка не открывается. При желании уже затем можно открыть этот сайт как полноценную вкладку. Интересный уникальный функционал, правда, позаимствованный из Arc. Что за Arc, сейчас скажу. Да, так вот, можно сказать, что этот браузер продолжатель дела браузера Arc, некогда очень известного, популярного, типа хайп был с этим браузером. Однако на Arc разработчики так слегка забили, знаете. Там только обновление безопасности, он очень долго был во всяких альфа-версиях, только для избранных, только для пользователей macOS. Короче, он был еще на Chromium, кстати, а этот на Firefox, то есть они серьезно отличаются, но функционал все-таки в Zen очень многие взят оттуда. Из Arc также была позаимствована еще одна функция. Как я и сказал, тут многое было позаимствовано оттуда. Короче, была позаимствована функция Boosts. Это такой инструмент, с которым можно быстро закастомизировать какой-либо сайт, изменив цвета, шрифты или вырезав целый блок. И эти изменения останутся навсегда, пока вы не удалите этот буст. Останутся навсегда конкретно с этим сайтом, понятное дело. Еще, кстати, смотрите, какой тут есть прикольный мини-плеер прямо на панели с вкладками. Выглядит круто и достаточно удобно, я думаю, таким пользоваться. Как и с Floop, главная проблема браузера — синхронизация через аккаунт Mozilla. Соответственно, все ваши workspace, папки и прочее не синхронизируются. Это очень обидно, хотя, насколько я понял, разработчики уже пытаются что-то с этим сделать. Возможно, в будущем это будет решено. Посмотрим. Кстати, в браузере Arc синхронизация и workspace, и всего такого была реализована. Ну, собственно, и сейчас реализована, потому что все-таки его можно поставить, но он не развивается просто. Но там, конечно, над этим работала куда большая команда разработчиков, целая компания, а тут это open source проект, поэтому такая ситуация. С приватностью тут чуть лучше, чем в Firefox. Вся телеметрия вырезана, также Cover Your Tracks говорит, что фингерпринт почти уникальный, но не полностью. В общем, частично, но и по дефолту результаты средненькие, а с включенным жестким режимом защиты от трекеров хорошие. Встроенной блокировки рекламы нет, но так как это форк Firefox, ставятся все полноценные блокировщики типа Block Origin, короче, это не проблема. В бенчмарках результаты ожидаемо низкие, это Firefox-based браузер как-никак. Без открытых вкладок Zen потребляет в районе 300 мегабайт оперативной памяти, и в тесте с 50 вкладками 9,5-10 гигов. Поменьше, чем обычный Firefox по какой-то причине. Стоит ли говорить, что управлять 50 вкладками намного проще благодаря вертикальным вкладкам по дефолту? Тут шикарно, конечно, вопросов нет. Но это особенность вертикальных вкладок, а не браузера. Стоит сказать, что в Zen по-прежнему нет поддержки DRM, хотя разрабы вроде как подали заявку в Google для получения лицензии, так что скоро проблема должна решиться. И еще, кстати, Zen до сих пор в бета-версии, учитывайте это, хотя эта бета-версия уже достаточно давно. Что касаемо рейтинга, Zen я даю такие баллы. Синхронизация 3, то же самое, что во Флурпе, то есть крутой функционал, все такое, но синхронизировать его практически невозможно, кроме базовых вещей типа истории и прочего, но это и так понятно. Дизайн 10, мне очень зашло.
Кастомизация 10, опять-таки много чего можно настроить, цвета, вот это все, ну короче. Основной функционал 10, потому что вертикальные вкладки тут все-таки очень сильно интегрированы во все. А дополнительный функционал 10, очень много всякой дополнительной фигни, которая вот взята из Arc браузера, я вам ее перечислял. Многозадачность 10, потому что браузер, в общем, очень строится, по сути, на всех этих workspace'ах, с контейнера, без контейнеров и так далее. Приватность 9, блокировка рекламы 9, потому что это Firefox. Производительность 4, но опять-таки, потому что это Firefox. Общее ощущение 8. DRM нет, к сожалению. Это проблема для кого-то. Хотя, опять-таки, говорят, что скоро будет. Один минус исчезнет у браузера. Результат 83 балла, и это первое место среди всех браузеров, и больше никто, если что, не наберет. Предупреждаю сразу, так что вот, это первое место. Поздравляем его, как говорится. Что же я могу сказать? Zen крайне приятный браузер с кучей уникального приятного функционала и красивым современным интерфейсом. Главная проблема браузера, конечно, это синхронизация. Тут абсолютный мрак. Если просто при переезде на другую систему еще можно перенести профиль ручками, то, если вам важна синхронизация в моменте между несколькими устройствами, этот браузер 100% не для вас. Все остальное очень порадовало, и лично я был бы готов пожертвовать синхронизацией ради всего остального. Тем более, что я пользуюсь достаточно простой синхронизацией. Хотя в данном случае, да, неудобно. Короче, я ставлю ZenVS Tier тут почти однозначно. То есть во всем, что не касается синхронизации, все очень круто, реально. Особенно учитывая, что это небольшой такой проект в сравнении с тем же Arc. Ну, это реально круто. То есть реально. Ощущения очень приятные. Подписчики моего телеграм-канала поставили его даже в самый высокий тир. Ну, тут ожидаемо. Torium — самый быстрый браузер на Земле, как заявляют разработчики. Сейчас мы это проверим. Постараюсь кратко про него рассказать, потому что это обычный форк Chromium с некоторыми особенностями. Главной, собственно, особенностью является то, что Torium скомпилирован с использованием расширенных наборов инструкций процессора. В общем, оптимизирован конкретно под современное железо, за счет чего он чуть быстрее обычного Chromium, по идее. При скачивании важно выбрать нужную версию. Если у вас современное железо, то AVX2. В общем, это разные версии под разное поколение процессоров с разными, соответственно, наборами инструкций. Но нужно понимать, что для старого железа оптимизации как таковой не будет, так что если у вас старое железо, можете смело скипнуть данный браузер по тайм-кодам. Установщик тут, кстати, смешной. Что вы выберете? Yes, No или Cancel? И зачем вы запустили установщик вообще, чтобы нажать No, если есть Cancel? Короче, какой-то бред. Ну ладно. Нас сразу встречает достаточно дефолтный Chromium, но, правда, со слегка кривой темой и старыми стрёмненькими иконками. Ну, что вы хотели. Но в плане домашней страницы, настройки, кастомизации — это все тот же Chrome, абсолютно то же самое. По версии Torium сильно отстает, где-то на 10 версий, тоже как бы проблема, кажется. 10 версий — это уже много. Пока мы не перешли к вопросу производительности, отмечу, что в этом браузере не вырезан Google, тут есть синхронизация через Google аккаунт, спокойно ставят расширение и все в таком духе. Да, здесь тем не менее вырезана вся телеметрия, и в Cover Your Tracks результат почти идеальный, кроме фингерпринта. А что там по приросту производительности-то? Как бы вам это сказать? А ничего. Результаты в бенчмарках высокие, но хуже, чем у других Chromium браузеров. Возможно, это из-за сильного отставания версий Chromium, потому что Google постоянно оптимизирует движок V8, отвечающий за скорость JavaScript, и, соответственно, результаты бенчмарков. Но не знаю. Что касается потребления ОЗУ, с одной вкладкой 270-320 мегабайт, а в тесте с 50 вкладками около 5,5 гигов. Опять-таки, очень хорошо. Итак, какие же я баллы дам Torium за каждую из категорий? Синхронизация 8, дизайн 6, кастомизация 6, основной функционал 4, дополнительный 1. Ну, по сути, его нет, но я решил, что оптимизации это все-таки топ-функционал, хотя это не функционал. Ну ладно, короче, неважно. Многозадачность 4, приватность 8, блокировка рекламы 0, то же самое, что в Chrome, это очень грустно. Производительность 10, дал 10 баллов, но по факту у меня не так. То есть на бумаге должно быть так, поэтому как бы я дал. Ну, знаете, все равно балл будет не самый высокий. Общее ощущение 6, опять-таки, вау-эффекта нет. Ну, короче, так себе.
DRM технически тут включен, но по сути, я так понял, он не работает. Поэтому считайте, что его тут нет. Общий балл 65. Короче, браузер не удивил, скажем так. Если вам пофиг на странноватый дизайн и сильно отстающую версию Chromium, вы воспринимаете этот браузер как такой вот, по сути, тот же Chrome с той же синхронизацией, тем же функционалом, кроме того, что добавили в более свежих версиях, типа вертикальных вкладок, но без телеметрии и побыстрее, чем Chrome местами. Я поставлю его в B-тир, потому что он хоть и обладает плюсами, но немного кривоват в плане интерфейса, как я сказал, и сильно отстает по версии, так что я бы им пользоваться не стал, хотя тут кому как. Ну и опять-таки у меня не было какого-то особого прироста производительности, никакого вау-эффекта не было. Мне просто пофиг, понимаете. Вы поставили его в А-тир. Вы поверили в то, что он самый быстрый браузер на Земле, а я нет. Вот и все. Итак, осталось всего 2 браузера, один из которых и Яндекс.Браузер. Ну что я тут могу сказать? Это один из самых, если не самый захейченный браузер из всех в сегодняшнем видео по ряду причин. Но несмотря на негативное отношение многих к данному браузеру, я постараюсь кратко рассказать про все максимально объективно, насколько у меня это получится. Кстати, насчет репутации, данный браузер известен в том числе тем, ну, лично мне, например, что раньше, и да, наверное, до сих пор его очень часто пихают в установщики пиратского или какого-то другого сомнительного ПО. Причем делают это максимально незаметно в виде какой-нибудь маленькой галочки, чтобы вы не заметили, и вам на комп обязательно установился этот шедевр браузер. Честно говоря, я не знаю, как можно было выбрать такую гениальную стратегию маркетинга, не знаю. Но, на мой взгляд, это абсолютный бред, потому что у большинства людей, по идее, это формирует негативное мнение о браузере, потому что его вам насильно устанавливают на компьютер, причем параллельно с каким-то сомнительным пиратским или вообще вирусным софтом. Итак, ну, во-первых, это еще один форк Chromium со всеми вытекающими последствиями. Встречает он нас, как ни странно, с закрепленным ярлыком с вашим любимым мессенджером, который ловит даже на парковке. Ну и что меня удивило, рекламой прямо на главной странице. Правда, не самого браузера, но все же поисковой системы Яндекса. Вообще браузер зачем-то создает 2 отдельных ярлыка на панели задач. Один под сам браузер, а другой тупо под сайт Яндекса в браузере. Причем непонятно зачем, в общем, бред какой-то. Причем делает он это без спроса, я лично не увидел какой-либо галочки, чтобы браузер на панели закрепить. Досадно. В общем, неприятненько, знаете. Что ж, ну сама домашняя страница браузера в целом достаточно простая и минималистичная, с виджетом времени. Но вот что странно, тут зачем-то сделали так, что страница новой вкладки с домашней страницей в строке с вкладками не отображается, из-за чего поначалу непривычно. Такого ни в одном браузере, кроме Zen, не было, но там и домашней страницы не было. Что касается дизайна, он достаточно простой, достаточно современный, достаточно неплохой, есть дефолтная простенькая кастомизация с акцентными цветами, ничего выдающегося. Что касается ИИ, тут встроена так называемая многим знакомая Алиса, чат-бот. Есть также и так называемый нейроредактор текста, достаточно прикольно, чтобы быстро изменить ваш текст в каком-то другом нужном вам стиле. Хотя, конечно, как прям фишка браузера, сомнительно. Что хочу сказать по поводу поисковой системы Яндекса, так как это все же браузер от Яндекса, и какой смысл использовать этот браузер без Яндекса, хоть это и какой-то отдельный момент, но все же. Про рекламу прямо на главной странице я уже сказал, но это не все. В поисковой выдаче почти при каждом запросе в первую очередь идет какой-то рекламный сайт. Причем очень часто это все мега мутно и стрёмно. Ну, например, хотите вы скачать Google Chrome, и первым сайтом выдачи будет какой-то мега сомнительный сайт, косящий под официальный сайт от Google, но при этом это не он. Вообще, вирусный это сайт или нет? Вроде нет, вроде установщик там оригинальный, но это все очень стрёмно и прям максимально стрёмно. Или, например, ищете вы Windows 11, и вы не поверите, первые 4 сайта выдачи — это реклама активаторов, ключей и прочей фигни. Лично меня это очень сильно раздражает, это бесполезно. Ну, как бесполезно, понятно, Яндексу это не бесполезно, но по этой причине этот поиск, в общем, ужасен. В плане рекламы и вот всякой такой фигни. Понятно, что на русском он ищет лучше, чем Google зачастую в каких-то аспектах, но вот рекламы очень много.
Мне в комментариях также писали, что, мол, в Яндексе не получается найти какой-либо VPN или другие средства обхода блокировок типа запрет. Но лично я проверил, у меня таких проблем не было. Возможно, это только у пользователей в России такое, не знаю. И еще последнее по поводу поиска Яндекса. Он очень плохо работает с поиском на английском. Например, вот я пытался найти сайт временной почты от Эдгуард, но он мне выдавал все, что угодно, но только ненужный сайт. Причем сам запрос был, по сути, названием сервиса на английском, даже не каким-то сложным запросом. И еще уже попозже заметил, что и в поисковой выдаче есть вот прям такая видеореклама на полстраницы. В общем, поиск жесть, конечно, в плане рекламы. Еще, кстати, не понял прикола, но почему в Яндексе можно входить через Google? Это же такое, в России же приняли закон, что теперь нельзя входить через иностранные сервисы, только через российские, но почему-то я вот смог войти в Google. Причем даже после того, как этот закон был принят. Ну ладно, в общем. И чуть не забыл, еще учитывайте, что сервисы Яндекса без VPN не работают. По крайней мере, некоторые так точно. Это существенный минус для многих, особенно в России, учитывая, что все пользуются VPN. Что касается функционала браузера, то тут многого нет. Во-первых, нет полноценного разделения экрана, только частичное, если открыть что-то в боковой панели, и нет полноценных вертикальных вкладок, что как бы грустно. Группы вкладок тут по сути как выполняют функцию простых воркспейсов, но без какого-то особого функционала типа контейнеров. Ну, в общем, как во всех Chromium браузерах. Уникальная фича Яндекс браузера — перевод видео в различных сервисах типа YouTube, Twitch, вроде и так далее. Работает неплохо, хотя, конечно, голоса не то чтобы особо живые, но фича интересная. Хотя ее потихоньку начинают замещать сами сервисы, и тот же YouTube уже много для этого сделал с автодубляжом, и скоро мы можем увидеть полноценный автодубляж с сохранением оригинального голоса, что, конечно, будет круче, чем вот эта фича в Яндексе. Также на YouTube для видосов в этом браузере есть полноценный пересказ видео, причем именно видео, а не описание там, например. Это круто. Насчет боковой панели, она неплоха тем, что на нее можно добавлять свои сайты, и они будут открываться в боковом небольшом окне. Но в менюшке добавления куча рекламы, российских сервисов и вашего любимого мессенджера в том числе, и сервисов Яндекса, хотя Gmail условно туда каким-то образом просочился. В общем, я не знаю, это все очень странно, не похоже на рекламу с одной стороны, с другой стороны реклама, какой-то бред. Но опять-таки, можно свое добавить, на этом спасибо. Еще можно, конечно, сделать, чтобы панель разворачивалась только при наведении, но запрятали это куда-то так далеко в настройки, не знаю зачем сделали. Синхронизация в Яндекс.Браузере, можно сказать, лучшая среди всех браузеров из-за одного аспекта. Тут синхронизируются workspace, которые тут называются группами вкладок, причем синхронизируются быстро и качественно, и реализованы они удобнее, чем в условном Edge, за это и плюс. За счет этого привычного открытия вкладок с других устройств тут нет, вам просто нужно будет сделать основной workspace на первом устройстве облачным. То есть облачный значит, что он синхронизируется, чтобы видеть его на втором. Но вот главная страница сразу не синхронизировалась, и ярлыки приходится зачем-то восстанавливать через настройки синхронизации, странная реализация, бессмысленная, ладно. В мобильной версии также есть те же workspace, это круто. Но войти в мобильную версию я почему-то не мог, и получилось лишь с 5-й попытки. Это если что не преувеличение, реально с 5-й попытки. Встроенной блокировки рекламы в Яндекс.Браузере по дефолту нет, но в расширениях можно найти блокировщик Эдгуард, который ставится из Chrome Web Store. Но вроде как это до сих пор Manifest V2 версия, так что она может быть эффективнее большинства блокировщиков, которые есть в Chrome Web Store. Причем именно в Яндекс.Браузере, потому что тут вроде как сохранена поддержка Manifest V2. Но я не уверен, если честно, я не смог найти точную информацию. Хотя тесты показывают не лучшие результаты, все равно. Но тесты не всегда объективны, вы должны это понимать. Что касается приватности, Cover Your Tracks показывает средние результаты, как и в условном хроме. Но если говорить не только про Cover Your Tracks, то Яндекс собирает огромное количество телеметрии, историю посещения сайтов, историю поиска, всю телеметрию об устройстве и так далее. И прикол тут как бы локальный именно в том, что Яндекс российская компания, соответственно, в случае чего все эти данные при необходимости легко передаются российским спецслужбам, а не, допустим, американским, как в случае с Хромом. Тут все очевидно, для большинства смотрящих это видео Яндекс браузер намного опаснее условного Хрома, потому что, вам, наверное, по барабану на американские спецслужбы, и именно вас тоже.
Ну и по российскому законодательству Яндекс обязан хранить всю телеметрию и информацию о вашем поиске на серверах, которые находятся в России, и российские спецслужбы имеют к ним прямой доступ. Там вроде как даже официальный запрос не нужен для получения этих данных. В США такого законодательства нет, насколько я понял. Там условный вот Chrome, он обязан будет передать всю информацию, которую он собрал и сохранил, если он ее сохранял. Но при этом он мог законно эту информацию не собирать и не хранить. Но делал это ради рекламы, а условный Яндекс даже при желании, будучи российской компанией, не сможет не собирать ваши данные никогда. Поэтому условный Firefox не собирает, и, в общем, поэтому он, допустим, безопаснее. Исходя из всего только что сказанного, очевидно, что Яндекс.Браузер самый небезопасный браузер, если вы живете в России. Производительность. В бенчмарках, ясное дело, все как бы хорошо, это Chromium-based, но результаты опять-таки не самые высокие. С одной вкладкой браузер ест в районе 350 мегабайт, в тесте с 50 вкладками чуть меньше 8 гигов, в общем примерно как Chrome Edge, чуть-чуть меньше. Разница не сильно большая. Яндекс последний браузер в рейтинге, и вот результаты. Синхронизация 9 баллов, чисто за workspace, но все же. Дизайн 7, кастомизация 6, основной функционал 1, потому что вертикальных вкладок разделения экрана тупо нет. Дополнительный 6, и перевод, сайдбар все-таки есть. Многозадачность 9, опять-таки workspace. Приватность 0. Я уже все сказал по этому поводу. Приватность это как бы еще и безопасность, а он абсолютно не безопасен. Поэтому 0. Я поэтому, собственно, и давал условно Chrome, Opera 3 балла. В приватности они, конечно, тоже ужасные, он тоже ужасен, но вот если безопасность, что рассматривать? Общую такую как бы. Блокировка рекламы 4. Что-то мутное с ней, поэтому как бы больше не могу дать, ее нужно специально включать, и она какая-то мутная, что-то как-то, не знаю. Производительность 8, общее ощущение 3. Снял за рекламу и небезопасность, опять-таки. DRM есть. Итоговый балл 53, выехал он чисто за счет синхронизации и многозадачности. Что ж, Яндекс.Браузер, скажем так, наверное, мог бы быть очень даже неплохим браузером, хотя у него очень много минусов все еще. Но опять-таки, если бы он был хотя бы не Яндекс.Браузером, у него есть всякие уникальные приколы, достаточно крутая синхронизация, но не хватает даже базового функционала. Он невероятно небезопасен, а в поиске куча рекламы, и в целом он плохо работает, конкретно поиск. Можно, конечно, не знаю, условно Google использовать, но зачем это делать в Яндекс.Браузере, довольно странно, хотя можно, конечно. Ну и лично я, например, Яндекс.Сервисами не пользуюсь, а этот браузер заточен под них, поэтому данный браузер улетает в моем тир-листе в D-тир. Я бы им точно пользоваться не стал. Ну и, конечно же, народная любовь к данному браузеру проявилась в вашем решении поставить его также в D-тир, причем целых 76% голосов были отданы за этот вариант. В общем, такие дела, ни один другой браузер. Ну, как бы так плохо себя не показывал в общем голосовании в Телеграме. Ну и, как говорится, для галочки я очень кратко постараюсь рассказать про ИИ-браузер Comet. Я решил, что хотя бы один такой браузер нужно добавить в видео, чисто, знаете, для галочки, и остановился на этом Comet, потому что он хотя бы условно бесплатный, а многие другие, они платные, и это вообще какая-то жесть. Опять же, с вашего позволения, уже мега кратко про Comet расскажу, потому что, во-первых, вряд ли кому-то из вас такое в принципе нужно, ИИ-браузер, а во-вторых, видео уже колоссальное получается по размеру, куда уж тут тянуть. Итак, Comet — это классический форк Chromium, но с сильным уклоном в ИИ. Настолько сильным, что вместо главной домашней страницы тут тупо страница с чат-ботом Perplexity, компании, которая, собственно говоря, и разработала сам браузер. По дизайну у меня вопросов нет, браузер сделан достаточно красиво и качественно, от установщика до всего остального интерфейса. Понятно, что главная фича браузера вместо поиска тут чат с нейронкой, но помимо текстовой выдачи, собственно, в чат-боте есть и обычные результаты поиска и картинки, как в любой поисковой системе. Сказать, что это удобно, лично для меня нет.
мне намного больше нравится реализация Google, когда основой остаются результаты поиска в привычном виде, но также с ответом от ИИ. Вот это реально удобно и часто позволяет очень быстро получить ответ на вопрос, если это какой-то, не знаю, очень специфический вопрос, вам придется кучу времени потратить за поиском, лазить по сайтам, а ИИ вам, в общем, быстро выдаст ответ и все. Но при этом вы увидите и результаты поиска, если вдруг они вам нужны. Ну, правда, он, конечно, очень часто ошибается, но это вопрос времени. Но полный отказ от обычного поиска по дефолту крайне неудобен, на мой взгляд. Это полный бред. Возможно, когда-то мы к этому придем, но сейчас это слишком рано. Они куда-то бегут. Вот. Короче, рано для такого. Не готовы мы к такому. И реально это буквально неудобно, потому что часто хочется сделать обычный запрос или сделать какой-то такой, знаете, гибридный запрос. И как бы, в общем, не знаю, сложно объяснить, но это неудобно. Касается браузера как такового, это обычный Chromium-based браузер с присутствием обычного функционала, типа групп вкладок или разделения экрана и таких базовых вещей, но без излишеств. Даже вертикальных вкладок тут, к примеру, нет. Это ладно, все-таки это ИИ-браузер. Естественно, за счет повсеместного внедрения ИИ, браузер имеет весь дефолтный ИИ-функционал, типа краткого пересказа страниц, и даже функции агента, типа «поройся в истории и найди, что я открывал 2 часа назад на ютубе» и так далее. Понимаете. Мы такое уже видели в Samsung браузере. А знаете, почему мы там такое видели? Потому что там, в общем, точно такой же агент стоит. Да. Конкретно этот браузер хорош тем, что базовый ИИ-режим бесплатный и не ограничен. Ограничены лишь всякие продвинутые фишки, типа продвинутого поиска, режима агента и что-то такое. Поэтому за то, что он бесплатный, в целом, респект. Несмотря на то, что в общий рейтинг я Comet не поставил, потому что обозревал его кратенько, и он не вписывается в общую концепцию немного, все же расскажу про синхронизацию. Она работает типа как в Brave, то есть без аккаунта, но у меня очень долго, что на ПК, что на телефоне, не получалось со второго и третьего устройства, соответственно, включиться в синхронизацию к первому устройству. Кстати, наврал, все-таки аккаунт тоже нужен, но для общей синхронизации самого браузера используется не аккаунт, а вот эти вот фразы. Группы вкладок нормально синхронизируются, а вот вкладки с другого устройства полностью сессией не открыть. В мобильной версии групп вкладок вообще нет. Короче, крайне простенькая такая синхронизация, но она хотя бы есть. Что довольно неожиданно, в Comet есть встроенный весьма неплохой отблок. И даже в плане приватности, блокировки всяких трекеров браузер хорош. В Cover Tracks почти идеальный результат, кроме фингерпринта, извините, уже не могу, опять же. В общем, в этом вопросе Comet достаточно удивил. Все-таки это просто какой-то ИИ-браузер, а тут такое. Что не радует, так это то, что браузер кушает целых 600 мегабайт оперативки с одной страницы. И, возможно, потому что это стартовая страница, это чат-бот, и она довольно тяжелая. Тест с 50 вкладками я не делал, потому что это браузер. Я показываю кратенько. Вы поняли, немножко лень. Бенчмарки провел только в спидометр 3.1, и результат высокий, впрочем, ожидаем от Chromium. Поэтому, все как обычно. На этом по этому браузеру все, как я и сказал, кратенько. В общем, как ИИ-браузер, Comet, наверное, весьма неплох, но, по крайней мере, он бесплатный. Обладает каким-то базовым функционалом и даже блокирует рекламу и трекеры из коробки. Как я и сказал, я лично не вижу смысла в такого рода поиске, и для меня это абсолютно бесполезно. Поэтому чисто из-за того, что в остальном браузер неплох, поставлю его в C-тир. Но так я бы им не пользовался. Вы поставили его вообще в D-тир, наверное. Опять-таки, у меня такая аудитория, знаете. Microsoft и это все ужас. Понимаете. Короче, видимо, большинству не особо нужна концепция ИИ-браузера как такового. Но в целом, скажу так, использовать данный браузер, не знаю, как просто чат-бот, отдельное окно с чат-ботом, знаете, в целом можно. Почему бы и нет, он бесплатный, да. Но как такой основной браузер, которым вы пользуетесь для абсолютно всего, чем вы пользуетесь в любом другом браузере, в вашем основном, не знаю, не очень. Что ж, видео подходит к концу, наконец-то. Так что вот краткие итоги. Прямо сейчас на ваших экранах мой тир-лист всех браузеров из видео. Затем
ваш тир-лист подписчиков телеграм-канала. Надо было быть подписанными на телеграм-канал, чтобы участвовать. На YouTube я не проводил, потому что там всего 4 варианта ответов в вопросах. Ну, извините, но YouTube так работает. Ну и вот они рядом друг с другом, чтобы вы могли наглядно сравнить их, эти два тир-листа. Возможно, я до сих пор сомневаюсь в некоторых позициях, если честно. Но тир-лист такая штука, что приходится делать сложный выбор и не всегда правильный. В этом весь прикол. Ну а для, возможно, чуть более объективного сравнения, вот, собственно, результаты моего рейтинга браузеров, в котором каждый из браузеров получал до 10 баллов в каждой из категорий. Всего 100 баллов, напоминаю. Первое место Zen браузер, у него 83 балла. Второе место Vivaldi, 82 балла. Третье Flurp, 77 баллов. Ну и дальше идут Brave, WaterFox, LibriVolve, Firefox, Helium и другие. Вы сами сейчас видите на экране полный топ, полный рейтинг. Ну и результаты по каждой из категорий отдельно. Синхронизация. На первом месте Яндекс браузер. За счет своих workspace'ов, понимаете, там, реально круто. Дизайн лучший Zen браузер. Это, конечно, субъективно, но все же. Кастомизация, тут первое место делят Zen браузер и Vivaldi. Основной функционал, опять-таки, Zen браузер. Дополнительный функционал, кто бы мог сомневаться, Zen браузер, но не только. Vivaldi и Flurp тоже на первом месте по этому параметру. Многозадачность Zen браузер. Приватность LibriVolve, Водичка Fox и Helium. Блокировка рекламы также LibriVolve, Водичка Fox и Helium. Производительность Ungoogled Chromium, Chromita и Thorium. Хотя Thorium, конечно, чисто на бумаге выехал, по факту, честно говоря, не знаю. У меня не было роста производительности, как я и говорил. Если все же отметить один лучший браузер, по моему субъективному мнению и ощущениям, то это, наверное, Zen браузер. Он красивый, современный, у него лучшая реализация вертикальных вкладок, много уникального функционала, он основан на Firefox, за счет чего довольно приватный, у него все ок с блокировщиками рекламы без каких-либо ограничений полноценными, в сравнении с условным Chromium, да, и всеми форками Chromium. Даже куча модов под конкретно этот браузер есть. Конечно, не без минусов. Тут нет DRM на момент записи видео, хотя разработчики что-то там планируют. И нет нормальной синхронизации всей этой красоты видео-workspace'ов, что, безусловно, очень грустно. Хотя и можно в крайнем случае при переходе на другое устройство или систему тупо переносить папку с профилем. Всегда везде есть свои минусы. Тут так всегда. Тем более, учитывайте, что это официально еще только бета-версия браузера, а уже какая крутая. Хотя, конечно, по чесноку, бета-версия тут уже пипец как долго висит. Это все такая, знаете, бета-версия. Но опять-таки разрабатывает это все, не какая-то крупная компания. Это open-source проект. Такое вот видео получилось огромное. Надеюсь, вам понравилось, несмотря на его огромную длительность. Наверное, не особо обоснованную, но как уж получилось. Я сам не хотел делать видео настолько длинным, вот так уж вышло. Спасибо огромное тем, кто досмотрел, потому что если вы досмотрели, и вы реально сидели 2 часа смотрели, или сколько там получилось, то вы герои, поздравляю. И надеюсь, это видео хотя бы отчасти помогло вам с выбором потенциально нового браузера, на который вы могли бы перейти с вашего текущего браузера, если у вас есть такое желание. Либо вы посмотрели все это просто ради интереса. Не суть важно, все равно я надеюсь, что это видео вам хоть чем-то помогло, хоть что-то новое вы узнали. Если нет, то, к сожалению, вы бессмысленно сидели 2 часа. Но я надеюсь, что это не так. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Душе дендал. Віс, ле, лугу, і стара приканврисня обсудів.